Добрый день, дорогие друзья. Добрый день те, кто сегодня присутствует здесь, в этом замечательном зале, в городе Краснодаре. Ну и те наши зрители, слушатели, которые находятся сейчас с нами в прямом эфире или в последующие дни в записи и будут смотреть нашу сегодняшнюю встречу. Мастер-классы членов жюри международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. В городе Краснодаре проходит 20-й по счету конкурс, второй дистанционный. Да, к сожалению, это второй дистанционный, потому что сегодняшние условия вынуждают нас идти на такие шаги, но, конечно, это очень неудобно, это очень неправильно, это очень нехорошо, потому что общение участников конкурса между собой, практические занятия, практические встречи, переживания, волнения в зале или на сцене — это самое главное, наверное, что и выносится на конкурс, и что потом оценивается членами жюри. То есть умение владеть собой, не только показать свою вокальную школу, то, чему научили наших молодых вокалистов, их педагоги, наставники, но и то, насколько наши юные вокалисты умеют владеть собой, умеют донести и заинтересовать слушателя, который сидит в зале. Тем не менее, сегодня мы в дистанционном формате проводим конкурсные прослушивания, но мы позволили себе, нам, организаторам, разрешили, и мы приехали в Краснодар, чтобы провести открытие этого конкурса, концерт членов жюри, который состоялся 24 марта 2021 года здесь, в Краснодаре. Концерт членов жюри и лауреатов конкурса прошлых лет. Концерт прошел замечательно, и на сайте конкурса, на канале в YouTube конкурса тоже можно просмотреть видеозапись этого концерта. Кроме того, говорю о том, напоминаю о том, что на нашем канале в YouTube есть все видеозаписи, начиная с 2012 года, конкурсных выступлений участников конкурса, начиная с тех лет. Есть видеозаписи мастер-классов, которые мы проводили вот в 2020 году в дистанционном формате, встречи, лекции. В рамках конкурса организованы курсы повышения квалификации. Все это сделано для того, чтобы и участникам, и педагогам получить максимально информации, получить максимально пользы какой-то от этих встреч, от этих общений. Все это на нашем канале в YouTube конкурса располагается в открытом доступе, поэтому можно все это посмотреть. Ну, я, наверное, должен сказать, сегодня здесь с нами в зале, насколько я знаю, уважаемые даже руководители учреждений, детских музыкальных школ, школ искусств города Краснодара. Нам особенно приятно и даже почетно ваше здесь присутствие. Мы постараемся тоже, чтобы было вам интересно, и вы, может быть, заинтересовавшись нашим конкурсом, конкретно, специально будете готовить своих учеников для участия в этом конкурсе. Конкурс, свою историю начиная с 1993 года, ему уже 28 лет. Это единственный конкурс в России для детей и юношества, который не терял своей регулярности. Раз в 2 года стабильно он проходит в Республике Коми. Но с 2013 года, благодаря поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, мы выезжаем за пределы своего региона и проводили его в Красноярске, в Санкт-Петербурге, в Петрозаводске, приехали сюда, в Краснодар, и в конце этого года, в ноябре 2021 года, конкурс состоится в Москве. Это не простое перечисление городов, это проект, поддержанный Фондом президентских грантов и Министерством культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура». Проект называется «Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Юбилейный транзит 2019-2021». В течение 3 лет мы путешествуем по нашей стране от востока до запада, от севера до юга, для того, чтобы получить информацию, поделиться информацией, в каком сегодня состоянии находятся наши юные вокалисты, насколько необходима и есть востребованность детских музыкальных школ, консерваторий в том числе, колледжей, училищ в таких конкурсах на просторах нашей России. Этот конкурс сегодня уже, в нем приняли участие более 1000 человек. Я, наверное, даже скажу поточнее, примерно 1900, вот так. Заключительный этап вот этого большого тура состоится в Москве, как я сказал, и он посвящен, этот проект, 100-летию Республики Коми. В этом году наша республика
отмечает свой глобальный большой юбилей. Сегодня мы здесь, в Краснодаре, и с 24 по 26 марта 2021 года мы находимся здесь для того, чтобы открыть этот конкурс и провести серию мастер-классов. Как я уже сказал в начале, мастер-классы наших членов жюри и в том числе лауреатов конкурса прошлых лет. Вчера проходил мастер-класс солиста Метрополитен-опера, земляка нашего из Республики Коми Алексея Лаврова. Вчера же прошел мастер-класс солистки Большого театра Ольги Сильверстовой, которая тоже является уроженкой нашей республики и являлась лауреатом Гран-при 2002 года. Прошел мастер-класс почетного члена жюри Сергея Зайцева из города Москва. Сегодня второй день мастер-классов, заключительный день очных мастер-классов, и начинает его наш уважаемый член жюри Анатолий Кузнецов. Анатолий Юрьевич Кузнецов, который работает в Мариинском театре, более того, имеет огромный опыт сотрудничества, гастрольной деятельности совместно с Еленой Васильевной Образцовой. Я думаю, что далее в представлениях этот человек не нуждается. Вы увидите, познакомитесь, сможете задать какие-то свои вопросы, безусловно, получить бесценный опыт. Итак, друзья, мы начинаем. Спасибо. Анатолий, пожалуйста. Добрый день, всем доброе утро, светлый, яркий, солнечный день. Я хотел бы, я сегодня очень, полночи думал, о чем мы будем говорить, как мы будем говорить. Даже много читал литературы какой-то, но пришел к выводу, что каждый из вас может найти эту любую книжку и Шендеровича, и Джеральда Мура, и все это самостоятельно прочитать, и для себя какие-то взять оттуда советы по работе, по всему. Но мне пришла такая мысль, что мы, наверное, будем сразу же показывать, работать, и по этому пути потихонечку я буду, наверное, какие-то свои истории рассказывать, свое участие в конкурсах, и в мастер-классах, которых было очень много. Но хочу, вот сейчас, наверное, здесь есть много концертмейстеров или немного? Один? Вот. Но я вам хочу сказать, что, прежде всего, я где-то уже лет 40 занимаюсь с певцами, и хочу вам сказать, что огромная роль, наша концертмейстерская, вообще участие в конкурсах, подготовка к прослушиваниям, к мастер-классам, ко всем этим. Сейчас девочки вчера пели, да, как было сказано, вчера были потрясающие мастер-классы. Я сидел, все это слушал. И, честно говоря, было очень много даже сказано. Но хочу добавить еще к тому, что наши педагоги, которые дают мастер-классы, я, честно говоря, нигде больше такого не слышал, чтобы педагог, насколько пусть он будет образован, я не знаю, кучу всего знать, но так как вчера делились члены жюри, ни один западный звездный певец вам этого не расскажет, не научит и не покажет. Не знаю, с чем это связано, но у меня были мастер-классы и с Ренатой Скотто, и с Джоан Сазерленд, очень много. Сабатини, Джузеппе. Вряд ли кто будет заниматься так, как наши члены жюри вчера занимались. И что хочу сказать по поводу наших концертмейстерских задач. Пока есть педагог, да, который следит за девочками, который их может настроить и все, да. Но когда-то они попадают в свободную жизнь. Как у нас в театре приходят молодые солисты, да, они были как птенцы в гнезде у всех своих педагогов. Но они попадают к нам. Педагогов нет. И самое важное, я считаю, в этом плане, чтобы каждый из певцов выбрал себе того концертмейстера, пианиста, который устраивает его. Это может быть и по психологическим факторам, по психофизическим факторам, по всем. Потому что все задачи, которые раньше решал педагог напополам, да, с нами, сейчас они ложатся на наши плечи.
Это и выбор репертуара, это и настройка перед выступлением, это и огромное количество репетиций, прослушивание музыки вместе, решая, как мы будем делать так, или добавим что-то свое и сделаем что-то свое. И поэтому вот я всем девочкам советую, и мальчикам, которые поют, чтобы они нашли своего концертмейстера, который бы им отдавал все, что он знает, все, что он может. И это было бы, я бы сказал, даже не такое деловое сотрудничество, а больше, наверное, какая-то дружба, любовь друг к другу, взаимопонимание. Вот. Расскажу такой случай. У нас, значит, был конкурс в Монако. Это такой супер-супер конкурс принца Монако. Там участвуют только лауреаты первых премий. Их 30 человек. И одна премия. Всего одна. Очень большая, но одна. Вот. И мы туда приехали с нашим одним басом. Это очень нервная обстановка, безумно нервная. Дошло до того, что в третьем туре, я почему говорю о том, что мы делать должны, да, или ну как по желанию, кто как хочет, что я захожу в гримерку, третий тур, их всего 2 человека осталось, и каждый поет по 7 арий с оркестром. Я сижу в первом ряде, сел в этом театре Монте-Карло, сижу и говорю, ну-ка попробуй только где-нибудь что-нибудь. Но вот настолько он был уставший, что в перерыве я захожу в гримерку, этот бедный человек просто лежит и спит. 15 минут перерыв. Ну что ж, пришлось его толкать, нести кофе, нести воду, в общем, там умолять, дорогой, давай, все. Ну, в общем, мы получили эту премию. Единственный, да. Вот. Еще, значит, хочу сразу сказать. Вот когда певцы готовятся на конкурс, я очень много поработал дежурным концертмейстером, когда на тебя сваливается человек 30-40, и на каждого у тебя есть 10-15 минут, не больше. Поэтому я советую, не, как сказать, не жалея средств, каких-то и финансовых, и все, всегда выступать со своим. Не знаю, взять в долг, но повести своего концертмейстера, с которым ты все это сделал, ты вылезал каждую нотку, каждый нюанс, каждую фразочку, да? И это очень большое-большое подспорье. Вот те ребята, с которыми вот мы выступали и готовились, они очень много получили гран-при и первых премий. Не только со мной, вот с кем-то с другим, но тем не менее. Потому что вот эта ситуация, когда у тебя 40 человек, во-первых, все разные, да? Времени нет. Люди волнуются, мы тоже трясемся, потому что не знаешь, что тебе там опять дадут. И все волнуются. Поэтому вот это мой совет на прослушивание, на конкурсы. Всегда стараться брать человека, с которым ты работаешь, и с которым ты очень связан. Вот такие вещи, ну такие вот как бы то, что я вынес из главного вот по поводу нашей работы. Ну а остальное тоже мы сейчас тогда посмотрим, да? Давайте, кто у нас будет первый петь. Здравствуйте, здравствуйте. Сидень. Не концертирующие. Ну ничего страшного, какая разница. Нормально. Хорошо. И в душе
Отлично. Скажите, пожалуйста, у вас написано подвижно, да? Мне кажется, что это быстровато. Быстровато. Да. Что? Да. Это быстровато. Смотрите, когда вы берете такой темп, вообще романс же он очень вот, возвышенный. Он вообще то, что нельзя потрогать руками, да? Вот мы должны прикоснуться как к воздуху и представить. Не знаю, это, конечно, все говорят, что вот эти колышущие лепестки сирени, там ты-ты-ты, легкий ветерок, да? Но вот это вы должны сразу взять здесь. Понимаете, это сразу простит вот этот темп. Та-т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 а. Ну что? Да? А вы должны очень красиво это вот представить, я не знаю, вот этот запах, белая сирень, там розовая сирень, какую выберете, какую хотите, да, нюхайте. Но это должно быть, вот смотрите, не должно быть конкретики. Та-та-ти-та-ти-та-та-та-та. Такой другой звучок, попробуйте чуть-чуть. Вот видите, у вас по две. О, лучше. Можно секунду? Я вот просто не знаю этой тональности, это у вас какая-то другая, да? Я вообще беру вот эту первую нотку другую, потому что первый палец, он всегда пимс. Да? Он не дает такого воздуха. Понимаете, да? В чем? Не совсем получается, да? Это надо репетировать. Это, кстати, очень трудный романс. Такой вообще, где-то вылезло, и все, и сидишь и думаешь, какой же ты идиот, да? Нет, мы не будем идиотами, мы Да. просто Вот видите, концертирующие. и она сразу начинает пианиссимо петь красиво. А если вы делаете... Другая штука. Одинаково, смотрите, интервалики не должно быть. Одна плоскость. Ни таковой другой. Вот видите, вылезло некрасиво. Утром дышать. Ее повторяем. Торопите. А вы здесь ей отправитесь, я искал. Здесь совсем. Показали чуть. Здесь дала. Только здесь не торопитесь. Да? Вот это раскройте. Жизнь и счастье. Да? После того, вот, смотрите, вот это аккорд. Это вот когда тихонько, вдруг этим вырастаем сюда. Отдельно. Какая нота? Другая.
все одинаково. И повесили, да, все это. Тут опечатки. Вот я смотрела не в одной редакции, вот си как стоит. Вот, Нет, смотрите. Вот здесь соль, Это, потом си, а нам Нет, чуть нет, сюда это не одинаковый бас везде. Поэтому что идет. такое? Просто разные редакции. Соль бемоль, конечно. И здесь соль бемоль тоже. Обязательно. Это Кондаков надо проверять всегда с оригиналом, потому что у него очень много ошибок. Вот кто заказывает, недавно я тоже получил такие ноты, куча ошибок. Где-то дубль бемоля, там совсем другое, да? Вот это 2 соль бемоля. Здесь не может быть все бемоли. И даже в другой тональности тоже там такая нота. И я, по-моему, даже Образцову слушала с Чичавой. Не-не-не-не. Там идет тональность ля бемоль. Там ля бемоль бас. Одинаковый бас обязательно. Да? Понятно? Да, вот смотрите. Если это репетировать, то здесь можно вообще с каждой нотой совпасть. И понимаете, вот эти 3 странички, всего 3, да? Но это такой просто, я не знаю, жемчужина редкостной красоты. И вот чем вы вкуснее это делаете, да, поутру на заре, как солнышко, да, та-та-ти, та-та-там, да. А это вот, кстати, зависит от вас. А я вот почему-то подвижно прочитала, что должно быть движение, вот именно ветерок как-то. Вот Ну, ветерок, ну, у нас уже получается такой ближе к какому-то такому штормовому ветерку, да? Не штормовому, он такой очень, это немножко как... Потом, вот я хочу сказать, да, вот мы с Ольгой учились в консерватории Александровной, у нас не было ничего, нам никто не транспонировал ноты. Этих товарищей не было, за денежки услуги нам не давали. Я помню, я сидел неделю и транспонировал полководца из «Плясок смерти» Мусорская. Чуть не сошел с ума. Да? Мы все писали от руки. Мы тоже так, знаешь. Да. Получали какие-то ноты, я не знаю, вот помнишь, ты не помнишь, в Петрозаводск привезли тогда, помню, первые ноты Адриен или Кувре, ни у кого не было. Мы все писали друг у друга, переписывали. Да? Сейчас куча возможностей, куча. Ноты вам сделают, запись вы просто кнопку нажали, любую услышали, записей не было, тоже ничего не было. Мы сидели, вот у меня была огромная коллекция пластинок, этих виниловых, и мы всей консерватории это до дыр заслушивали, как там поет Сазерленд, как поет Скотта, как поет Фрейни, как тот, как тот. А сейчас это все можно, не выходя из дома, просто лежа на диване, прекрасно все это слушать, да? Давайте попробуем все-таки. О! Одинаково. Вот отведу. Уюте. Правильно, продолжайте. Где теснится. Вот, извиняюсь, да, смотрите. Вот чем мы тоже должны заниматься, да? Вот вся эта фразировка. И в душистую немножко сделали. Вот до этого было хорошо, начали очень хорошо. Потом пошла констатация факта. И в душистую тень, где теснится сирень. Да, это как в кладовку банку поставили. А тут ведите вперед вот эту мысль. Что делать? Я пойду, я пойду свое счастье искать. Это ровно, все ровно. Ти-та, 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 потом этим, смотрите, да, вот намерение правильно, только начать еще тише, потом показать вот этот вдруг до бека. Покажите его, вы не показывайте.
такое тяну, так и чуть-чуть. Это много. Видите, надо найти. Вот, он прозвучал. А теперь этим серединой подвели к форте. Да-да-ди, ушли. Цезура. Смотрите, вот мера цезуры, да? Вы не успеваете, где это счастье? Да? В жизни счастье одно суждено, и то счастье. Да? Не торопите вот это. Вот здесь тоже какая-то ерунда написана. Да. Нету там си бемоля. Та-да-ди, та-та, какая другая нота там. Вот именно. До бемоль здесь, по-моему. Да. Ладно, бог с ним. Потом посмотрим в этом. Давайте еще отсюда вот это местечко. Наоборот, си бемоль, да? Владеет в руках. Там нет секунды, я не понимаю, вот такой малый. Вот так. Да, скорее всего. Давайте еще отсюда вот кусочек, да? И сделаем там красивую цезуру такую. А вы знаете, как сделаете? Вы вот так делаете немножко первую, да? Слушаете долго. А идем ко второй. Как бы внутренняя такая фразировочка. Шла. Смотрите, на мой слух в сирене слишком много. И то счастье, аккуратно сказать, это сирень, которую вы сорвете, она опадает. Да, чтобы она не опала, вот эта сирень. И то счастье прям. Да. Во. Да. Теперь красиво этот пумс. Вот. И там и подвесили. О. Видите, как красиво? Не торопитесь никогда, да? Найдите, потому что вот вы начали петь, и для вас это суетливо. Это моя ошибка, да. Нет, дело даже не в этом. Есть такая фишка. Для того, чтобы понять, вот, да, ну, вы человек опытный, вот для маленьких товарищей, да, я, например, всегда делаю чуть быстрее темп. Но это так, в плане не для того, чтобы так петь, а чтобы они поняли гармоническую направленность и стремление, там, да, чтобы гармонический план был ясен. Если мы это играем и поем медленно, то все расплывается. Скажем, в 2 раза быстрее взяли, ага, поняли, что куда, уже направление знаем, да, и фразировка, и вся. Да? Вот такая красивая штука получится, да. А вы не бойтесь, смотрите, вы тоже должны звучать. Вот. Очень, это, конечно, тяжело, и надо репетировать, и все. И потом становится где-то страшно. Вот мы садимся, мне тоже бывает страшно, думаешь, так, что-то там вот это самое, да. А когда потом уже все это отбросить и просто думать о том, что происходит, вам простят не ту ноту, уверяю. Но если будет общий красивый вот такой пейзаж вокально-фортепианный, да, все скажут спасибо, браво. Что-нибудь еще есть? Моя любимая вещь. Я Елена Ивановна очень сильно попросила.
Дворжак, как мать бывала. Вот смотрите сразу. Давайте сделаем первые два такта так же, как эти вторые. По динамике. Динамику не убирайте, рано убрали. Пам-парам, астам-парам. Немножко рисковато. Вот смотрите, что получается. Это, кстати, все думают, что это делать нечего. На самом деле это очень коварная штука. Получается, здесь идет раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, да? И если мы это сыграем правильно, раз, два, какая тональность-то? Понимаете, да? Это если это по триолям. Но мы не будем так уже сильно. Это для понятия того, что происходит. Долями, как бы, получается, У нее, да, вокалисты, да. А у нас остается триоли. Я бы здесь соединял. Не торопите вот эти. Ну да. Это дает такой щемящий такой чуть-чуть. Вообще чешская музыка, да? Ударение на первый. Та-та-там-пам. В украшении. Да. Вы торопите. Рам-па-ла-ла-ла-ра, тянущаяся та-да-да-да-ра. Нет, пропойте та-да-да-да, во. Та-да-да, с сожалением с таким. Та-да-да, это много. Посмотрите, извиняюсь, вы это делаете отдельно. Лям, та-та-там-там. А я хочу ла-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 ла. Подторапливаете. Мне не хочется, чтобы вы поторапливали. Смотрите, что получается. Вы торопите. Вот. Получается рам-па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 , да? А хочется не играйте вы все здесь, не надо. Уже все заплакали. А вот вам здесь советую не развозить. Да. Попробуем. Дальше видите, да. Тихо, тихо. И здесь. Начните пиано. Пошли. Ушли. Дальше мы делаем так.
А вот проигрыш есть этот самый. Так делаю. Понятно, да? Вот смотрите, Ну, проигрыш я думаю, только без не в октавном удвоении, а просто... ну это ну, лучше октавный, Ну там, да, чтобы так, уже бабахнуть. масштабнее, да. Да? Вот смотрите. Что, сейчас момент. Сейчас момент. Вот смотрите, здесь не обязательно, но это для всех все равно полезно, да? Не обязательно играть вот это все. Понимаете, у вас уже есть гармония. Это Ну, я никто тут не как-то слышит. и всё Это не- надо совершенно спокойно. Я хочу просто еще вступление, чтобы вы вот это сделали. Понимаете, вот вы уже даете так, что народ уже понимает, что надо плакать. Да? Так надо им так сыграть. Быстро, это быстро. Вот спойте сами спойте без рояля. А с этим, с форшлагом. Вот, видите, вы же поете по-другому. Ну вот. Вот это лучше. Вот. Будет красиво. Да не за что. Не за что. Вот Чайковский трудно тоже. Все трудно, если разобраться. Да? Да? Дальше. Мгм. Здрасте, здрасте. О, хорошо. Я не сержусь. А что еще? Ага. Ну, что хотите? Интересно. Вот еще что хотел сказать, да? Кто участвует на конкурсах? Вот выйдите оттуда вдвоем. Это очень важно. Ну оттуда, вот как вы на сцену выйдете вдвоем? Все, вот. Конечно, первый. Вы вторая. Вы вторая, солист первый. Вот давайте, выходите. Все хлопают. А что вы так выходите, как будто откуда? Вместе? Вместе должны? Вместе, да? Да. О! Ага. И что, вышли? Как в детском саду. Нет. Всегда, кстати, да, проблема. С какой вот Лучше там. лучше там. Вот вы выходите, да? Пошли, идем вместе. Я Вот на он. вас поставлю. Давай, подожди. Вот выйди. Я обычно так. Сюда мы выходим. Только не надо, смотри. Вот не нужно вот этого. Да. Вышли вместе. Пумс. Все готовы. Да? А тут вы вместе встанете, еще за ручку возьмете себе. Еще пока ничего не произошло. Да, конечно, давайте. Это, кстати, важно на конкурсах. Сейчас скажу почему. Улыбаемся. Вот. Поклонились вместе, сели, все, сели, готовы. Садимся быстрее всегда. Вот еще сразу говорю, о чем я тоже хотел сегодня сказать. Вот это не надо. Это очень старая такая привычка, да. Вот это и всем, и маленьким девочкам тоже. Это, ну еще малышам бог с ним. А когда взрослые люди, мне сразу вспоминается рассказ Чехова, знаете, да? Слепой идет где-то, я забыл, как называется.
Мне, говорит, кто-то кланяется, кланяется, я в ответ тоже кланяюсь, кланяюсь, а это лошадь. Да? Так и вы друг другу, вот пока. Не надо. Смотрите, вы ходите на сцену, да? Это, кстати, очень многие об этом говорят, и на Западе, сейчас везде, да? Надо договориться, когда вы начнете. Только вот не этим кивком, это называется сейчас колхоз. А вот он стоит, да, вы уже договорились, вот, я не знаю, чуть поменять, там раз, чуть уже понятно, что он готов в образе, да? Ну давайте в образе. Что дальше? Дальше. Не волнуйтесь. Значит, сразу, давайте не будем тратить время. Опять же, быстровато. Чуть-чуть быстровато. Ну-ка, давайте. Вот. Гроллери. Куда вы так торопитесь в конце? Да? Нет, вообще. А вот здесь? А что-то не Всегда знаю. хочется сыграть быстрее и Да, пойти, да? Не надо. То есть Смотрите, более- вы подстрочник знаете или нет? Точно, каждое слово? Ну, почти. Смотря в Почти. каких условиях-то. Нет, дело в том, что вот то, что вот это русское вот здесь написано, это все ерунда. Конечно. Да, это вы в курсе, да, что это нельзя на это ориентироваться. Лучше брать вообще немецкий. Вот если немецкая музыка, лучше брать немецкие ноты. Итальянская, вот оперная, рекорди, все что угодно, только не наша советская. Там очень много опечаток, ошибок в словах, в нотах и вообще очень много такого, что... Вот смотрите, что вот мне кажется, да? А вы тоже готовитесь куда-то на конкурс, нет? Или просто? Нет, он заканчивает 4-й курс, просто у него госпрограмма подходит. Вот смотрите, что вот у вас это немножко, как бы я сказал, вы не совпадаете тембрально с ним. Не подловили пока его тембр, чтобы соответствовал тембру, как вы. Да? У вас вы немножко в своем, а он в своем. Смотрите, в чем заключается. Вы играете ярко. У него это немножко
скажем так, не та яркость. Знаете, как свет прибавляют, убавляют, да? Не та яркость немножко, у него чуть приглушенный. Вот надо найти его тембр. И смотри, а вот у вас, вот она начала. Вот эти аккорды, смотрите, первый идет пара, па, пи, па, па. Знаете что, давайте делаем, дайте-ка секунду. Сейчас спойте, только я вам сыграю по-другому. Попробуем. Знаете, да, что происходит? Давай, давай. А теперь без этого. Понимаете, да? Это один из приемов. Когда идут длинные ноты, особенно важно, знаете где? Вот если кто-то романсы Чайковского. Вот, например, и Аланту поют, или романсы вот эти. А чего та-та. Играем тогда вот тра-т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 а. Они тогда чувствуют фразировку. Понимаете? Внутреннее вот это биение, оно дает вот это движение классное. Понятно, да? Да. И тогда он, видите, он тогда не ударяет эту та-там, па-пам, как сумасшедший, чтобы здесь не это самое, да? А ты тоже готовься, вот идут та-та-ти-та-там, игроли. Конечно, конечно. То есть готовым надо быть раньше, не в последний момент. Они стоят секундомером, ждут, когда вступление закончится. Ну не все уже, про всех-то не говорите. Давайте. А вы вот отдельно сыграли тоже этот аккорд. Вот, видите, отдельно. Отдельно. Одинаковые. Там-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Во, видите, какая разница? Вот. Сейчас уже совпадает. Слышите? Ага, секунду, чтобы мы тоже это самое, да? Во-первых, первое, что пока я не забыл, вот начинаете. Вообще вот в такой музыке, вот в бельканто, в ранней Верди, вот такая немецкая, тоже похожая близко к белькантовой, да? Вот эти 16-е, очень тяжелые в последний момент. Игролених, как будто через препятствие идешь туда. Игролених, ну не сержусь, ну и ладно, и что-то с тобой, да? А тут как бы пережить вот эту нотку. Потом что еще хотел сказать? На полу никто не сидит. Да? Людям рассказывай. Вот, хорошо. Оживись. Вот это много. Смотрите, я бы чуть-чуть здесь сразу раз, два, Чтобы было куда, да? Конечно. Все одинаково. Сейчас было очень неплохо, да? Ты должен рассказывать людям. Нашел одному сказал, другому сказал, да? Это очень
Знаешь почему? Вот я по поводу хотел сказать. И по поводу выхода, и по поводу общения с залом, да? Были на одном конкурсе, и там одна певица, очень техничная, все, колоратура вверх, просто потрясающий, все чудно. Но конкурс высокого уровня, сам голос простой, тембр такой. И она получает первую премию. Никто не думал, более красивые голоса были все. Я потом спрашиваю, вот у Образцовой я спрашиваю, я говорю, вот объясните мне феномен. Почему она первая премия? Она говорит, слушай, мне тоже не нравится ее голос, но она выходит и получает кайф от того, что она вышла нам вот это спеть. И говорит, и мы все сидим, кайфуем, и все говорят, да, конечно, первая премия. Понимаете, да, вот почему важно, вот ваш выход, ваше вот это общение с залом, со всеми, да, чтобы вы могли это рассказать людям. И вчера, вот, кстати, Сергей Николаевич, да, кто был, он уже об этом говорил. Надо, вот у нас тоже в театре есть актерское мастерство для молодежи. Выдающиеся актрисы это преподавали, преподают. Они объясняют так. Вот вы сейчас, я не сержусь, рассказываете, что написал Шуман, да, с поэтом. А вы придумаете свою историю. Тогда это заиграет другими красками совершенно. Да, вот вчера это наглядно было показано здесь. Да. И рассказывали. Это очень, вот просто, я не знаю, как, вот для себя выберите. Это может быть совсем не то, что вы не сердитесь, а наоборот, что-то радостное у вас событие. Я не сержусь, ну все прекрасно, да? Вот в этом, где вот остановились, вот этот кусочек, я хочу вот эту смену просто. Не, вот до этого чуть-чуть. А здесь? Да, давайте. Вперед, когда-то вот, а где вот это? Стоп. А где пунктир? Пунктир где? Да. Давай еще заново. Ви. Папам. Вот смотрите, мало. Почему здесь идет? Вы должны тоже вот понимать, да? Тоже вчера об этом говорилось. Почему написан вот 2 раза этот пунктирный ритм, а потом вот это ретарданда? Вы в ретарданда влетаете, а надо делать заранее. Вот смотрите. Вот давайте сыграем отсюда. Да. Понимаете, да? Это должна быть такая тихая кульминация, но она не должна быть неожиданная очень. Да? Не неситесь вперед. Вообще, чуть-чуть вот эти вот квартоли чуть как бы потяжелее. Не в смысле звука, громкости, а в смысле отношения. Угу. Вот, сейчас лучше. Пам-пам-пам. Вот, молодец. Рам-па-ра-ра-рам. Ленит. Herz und bricht. Сразу. Смотрите. Тоже немножко идет формализм такой. 25 нот ля. Они должны куда-то идти. Да. Они никуда не идут у нас, да? Die Nacht und deine Herz. Последний вот этот.
Их ща. Не торопим. Пошел. Вот. Каждую. И вы в этом же ты-та, не торопим. Соль, 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 рам, па, 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 рам, па, 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 па. Ту. Видите, здесь, оказывается, есть смена-то, которую народ должен слышать. Да. Видите? Да. Первый раз даже не понял, что тут доминанта. Да? Понятно? Да. Вообще очень спорный романс. Можно так, можно так. Главное, чтобы это было убедительно, и чтобы тебе поверила публика. Понимаешь, да? Можно не делать там, вот как написано, это форте, там совершенно не всегда это и не все делают. Выбрать для себя, что тебе близко. Вот в этой фиговине. Вообще гениально поет Фишер-Дискову. А так мне кажется, что хороший немецкий. По-моему. Поэтому к вам пришли. А, вот эту штуку, ну-ка, начало. Вступай, когда хочешь, пусть играет сколько хочет. Низковато. Смотрите, извиняюсь. Смотрите, что. Вот соль диез сразу кажется низковатый. Последний, да? Сыграйте гармонию, пожалуйста. Следующую. Нет, вместе. Пумс-пумс. А до этого? Слышишь? Следующую. С первой сотни. Давайте, да, с мизерером. И выше последние. Низко. Низко. Туда. Услышь ее в соль диез миноре. Вот. Вот до диез тоже, опять низкий до диез, слышишь? Потому что тоже, вот сначала гармония какая, а потом? Там дальше. Нет, сначала идет до диез минор, потом идет, Вот здесь в этом такте. да, а потом? Ма? Понятно? Это вот почему я говорю про старинную музыку, да?
вот про то, что я говорил. Вот если сыграть быстро, получается, да? Понятно? Вот потом у тебя одинаковые, то, что мы сказали, вот одинаковые. Сначала идет ми мажор, си 3 раза, и все в разных тональностях. Они все должны быть разные. Да? Да, а как ты думал, что здесь делать нечего? Одна из труднейших штук. Давайте вот оттуда. Ага, где остановились? Ничего, ничего. Слушай сюда. Вот, слушай, слушай, что она играет. Да. Понятно? Это трудная штука-то. Вот сейчас вы молодец. Да. Смотрите, у вас тут ум-ца-ца, да? Тин-тин-тин, тоскливо. Но хочется же выступить. Вот в конце и выступите. Два такта, но мои. Да. А что плохого-то, да? По поводу старинной, да? Вот тоже на конкурсах часто старинная музыка. Опасно? Очень опасно, потому что никто не знает, как ее петь практически. А кто знает, тот считает, что он прав. Или там другой говорит, я прав. Да? Поэтому один умный человек из членов жюри меня когда-то научил. Всегда брать, не прогадаете, ария Ксеркса. Поет и женщина, и мужчина. Ну, я к примеру говорю, да? Без проблем. Вышли, спели, все сказали, ну, опять этот Ксеркс, ну, к черту, и даже не слушают это. А если вы возьмете что-то трудное, вот у меня была ситуация с одной девочкой, я ей говорил на конкурсе Чайковского, вот предпоследнем, я говорю, не надо брать вот это. Давайте споем Магнификат Баха и с Богом с этим закончим. Да? Нет, я вот должна себе доказать. Ну, доказала, вылетела как пробка. Да? А другая, которая Юлька Маточкина, получила первую премию, потому что мы с ней долго-долго думали, что взять старинную какую арию. Я говорю, так, надо взять то, что никто не знает так. Взяли из Гайдна, Стабат Матер, по-моему, Гайдна. Во-первых, необыкновенной красоты музыка. Во-вторых, там, в общем-то, делать нечего. И мы блистательно это исполнили. Томас Хвастов сказал, что никогда в жизни я не слышал, чтобы так исполняли. Я говорю, видишь, как мы пролетели весело мимо старинной музыки. Поэтому вот всегда думайте, да? Что-то берите такое, если вот надо старинную. По ней, как правило, мало кто оценивает. Да? Хорошо. Вот здесь всегда слушайте все это гармонически. Вообще везде. У вас вот все такие штуки, и это, и это. Это везде гармонический план. От этого зависит высота нотки, которую вы берете. Пусть одинаковая, но в другой тональности она будет по-другому звучать уже. Понимаете? В этом красота. Если вы это найдете, все будут слушать и говорить, надо же, как тонко. А если просто горизонтальку споете, все скажут, ну что, спел и все. Спасибо. Хорошо. Вам спасибо. Да мне-то что? Не за что. Здрасте еще раз. Что вы сегодня принесли? То же самое. А, вот я, кстати, об этом, я уже помню, как вы это пели. Что это у нас, Амон, аллилуйя? Вот что это? Гендель. Я понимаю, что Гендель. А о чем ты здесь? Ну, молитва. Какая молитва? Ну, не молитва, ну, возглавление, возвышение. В переводе не знаешь?
Возрадуйтесь, ликуйте. Ча? Гендель. Амен, аллилуйя, то, что было. Вот смотрите, вот пока без нее можем мы сыграть, да? То, что я услышал вчера. Вот смотрите, что получается. Вот эта начинка, которую вы стараетесь сыграть, она, в общем-то, не сильно нужна. Она дает такую мутноватость. Мутноватости здесь не должно быть. Вы с педалью играете? Ну, почти нет. Вот не надо практически. Вот смотрите, что получается. Я сейчас это плохо помню. Бемольная, да? Вот мне хочется, чтобы это было так. Вот старинная, как бы, да? Почти вот это нон-легато. Да? Оно дает потом эффект, не будет у вас стаккато. Но бас всегда вот этот кантата. И вот почему я тоже вот не всегда люблю эту старинную музыку. Она, когда быстрая, очень должны быть заточенные вот эти какие-то коготки. Там пам-пам-пам-пам. Такой как бы хрусталь. Ага. Нет, это многовато. Давайте найдем. Тихо. А смотрите, чуть теперь длиннее бас. Да. Стоп. Вот сейчас поймете. Видите, бас уже хорошо. Теперь верхний. Там, пам, па, 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 па. Представьте, что это какой-то там гобойчик или что-то такое. Вот. Вот. Теперь слышно, смотрите, да? Верхний слышно этот. Сразу появляется такая краска оркестровая. Да? Вот это дифференцированное обязательно, да? Не очень удобно, но что делать? Не играйте все, вас умоляю. Никто это не слышит. Серьезно. Поехали. Со вступлением. Так, ладно. Сейчас. Стоп, извини, пожалуйста. Вот мы только что говорили, да, и вчера ты тоже. Ты хорошо вчера все делала. Вот так сделай им, скажи, что я так радуюсь, вот просто нет сил. От счастья умираю, да? А так у нас похороны. Да, радуйтесь, ликуйте. Конечно. Да? Вот это, кстати, о той нашей работе, да, педагог не всегда успевает. Вот у нас есть концертмейстерские часы, мы должны просто их заставить. Так они не слушают нас. Очень плохо. Они Должны нам привыкли слушать. и не слушают. Нет, надо А еще слушаться. мама меня вообще не слушает. А с мамами всегда труднее, да. поэтому Но, тем не менее, игнорируют. надо заставлять. А что? А вот надо, знаешь что? Вот сейчас очень хорошо, кстати, что сейчас это онлайн. Я вот посмотрел младших ребяток, да? На сцене что-то скрадывается, какие-то вещи там. Зато вот каждый теперь себя увидит Да. и скажет: мама дорогая, что я делаю? Да? Вот ты давай, ты же девочка-то веселая, вчера вон как выдавала. Вот, радуйся, ликуй. И скажи нам: я так просто, Христос воскресе, знаешь, вот этот Пасха, да, все поздравляют друг друга, все, и ты так же вот выходишь, глаза горят, все. Давай. Цепкие слова, слова цепкие очень. Так, стоп. Не будем мучить ребенка, ребенок понял. Смотрите, вот это вот не надо. Вот я вам серьезно говорю. Вот есть такие арии, которые никогда не выковыришь там все, да? Не выковыривать это. Конечно, не надо. Вот это надо. Ра-па-па-па-па. Вот все. Вот это вы зачем? Вы только мешаете.
вот это правда, смотрите. Понятно? Ну да. Это создает просто такую какую-то грязь. О, все. Понятно, да? Да. Они не скажут, что там Во-первых, кто это знает? не прописано. А если знают? Уверяю вас, я был где-то штук на 40 конкурсах, никто начинки не знает, знают просто вот эту музыку. Не, ну так да, конечно. И вам легче, и все в счастье. И чисто звучит, и она в счастье, и вам хорошо, не надо. Вообще хорошо. Вообще хорошо. Понятно, да? Она же неудобная. Ну, конечно, это вся музыка неудобная. Неудобная. А вы еще выучите кораблик в бурном море. Нет, ты нам уже рано. Я понимаю. А знаете, что я хотел? Вот вчера вы пели вот эту детскую. Детскую. Покажете? Да. Чуть-чуть. А что еще принесли? Это что? А что это? Бен конкурс. А, это... А. Вот буквально, вот смотрите. Это, конечно, цикл очень трудный. Играть я, например, ненавижу. Да, там вот жук в углу, там Да и тут везде хватает пакостей. на палочке. Ну вот смотрите, вот она вчера очень это прилично делала, да, наметки. А у вас было маловато. Мало. Я бы я... Мало перемены. Не надо бояться. Вы ей жахнете, она вам в ответ тоже тогда жахнет. А вы все время под нее. Да. Нет, это другая музыка, это здесь нельзя делать. Здесь надо конкретно. Давайте посмотрим начало. Без голоса можешь. Вот смотрите, что мне кажется. Немножко все в одну кучку. Извините, можно, да? Вот секунду. Начало только сделай. А вот смотри, я бы сделал здесь не торопясь. Конечно. Расскажи мне, нянюшка, расскажи мне, милая, про того, про буку страшного. Понимаете, да? Давайте вот это. Проси. Расскажи мне, милая, того. Вот извини, пожалуйста, мне не совсем хватает оценки вот того происходящего, да? Про того задумалась, про буку страшного, да? То есть ты должна думать про того, про кого подумала, вот про буку, а про какого, про хорошего? Нет, про страшного лучше, да? Еще разок сделаем. Расскажи мне того буку. Вот нам добиться, чтобы больше это было. Поехали. Вот смотрите, извини, пожалуйста. Вот смотрите, что получается. Немножко вы очень стараетесь под нее. Не старайтесь под нее. Конечно, не надо. Она этим расслабляется. Получается, да? Про того, как тот бука по лесам, как то бука по... Видите, что, какие уже штуки? Да, но я боюсь ее заглушить.
А вы не бойтесь заглушить? Пусть это будет по динамике тихо, но это должно быть отдельно. Не должно быть кашицы. Вот это такая штука. Да. Твоя мама, ничего. Поехали, да, вот еще этот кусочек. А ты тоже смотри. У тебя тут есть, вот вообще у Мусорского, вот мы сейчас тоже должны исполнять песни и пляски смерти, это тоже катастрофа, потому что там в каждом такте все написано. Вот у тебя тоже, да? Как тут бука-то, та-ти-то там, да? Видела сказки, вот раньше это открывалась такая избушка, да, бабуся там говорила, и вот миллиард там играл, да? Вот ты должна нам нарисовать такую картинку. Давай вот это, как тот бук. В лес детей носил. Отлично. Вот смотрите, вот это что еще, извини. А как он грыз? Вот это он грызет их. Знаете, да? Да, та-та-та-там. Грыз эти кости, да? Выделить, можно сказать, это слово. А тут большое крещендо. И как грыз он их белые косточки. Сама на себя нагоняешь страху. Да? И как прямо. А вы тут. Тут. Косточки. Вот тоже, смотрите, чуть-чуть подряд. Та-та-ти-та-там, та-та-там. Что обидели няню старую. Вот вчера вы выясняли этот характер, да? Да. Выяснили много. Но я бы к этому еще добавил, что этот мальчишка-то вредный и здесь уже. То ему это, то ему то ему сам подлизывается, а сам эту нянюшку просто изводит ведь. Понимаешь? Да. А вот это не быстровато, сейчас вот это место. Да, быстровато, Детей-то щас подумала, да. бука съел, 2 доли. Да. Ведь зато их. Вот смотрите, чуть-чуть, секунду, извините. Чего вы тут стесняетесь? Сыграйте. Вот такая должна быть переворот такой. Это, кстати, цитата из достаточно серьезного произведения. Предвкушает такой Борис Годунов такой, понимаете? Да? Что обидели? Во! Спрашивай. Вот тоже, извини секунду. Или вот что. Ты же стоишь и думаешь, какую бы еще каверзу этой няньке подложить. Чтобы она старенькая забудет, что вообще я сейчас ее запутаю, да, а сам буду хулиганить идти. Да. Или вот что. А скажи-ка ты мне, да, не торопитесь. Я понимаю, что вы хотите спеть это в ритме, но когда вы знаете уже в ритме, делайте вот это разнообразие, тогда будет интересно. А так, значит, получается. Или вот что. Расскажи мне, нянечка, лучше про царя-старицу, что с мамой, т-т-т-т-т. Все. Потерялась мысль абсолютно. Да? Поехали. А вот я бы это гордо. Про царя-царицы. Да? Про царя-царицы. Место.
Вот смотрите, вот это вы должны сделать обязательно. Вот эту хромоту. Да? Тут, ну, сыграйте просто сами. О, я бы это отдельно, может быть, даже без педали. Без педали лучше, она не мягчит тогда. О, да. Дальше, вот. Это должно быть отдельно. Как хотите. О! Пам-примс. Да, это трудно. Да, давайте еще вот этот хромал, который. О, почти, да. Ага, вот смотрите, вот каждый маленький кусочек, вот он идет 4, 5, 6 тактов. Но настолько много всего напихано, и это надо всегда успеть. Вот смотрите, что происходит, давайте посмотрим. Сыграйте, не пой. Вот, а вот видите, что происходит? В левой руке плохо. Тоже без педали. Не бояться этого. Пумс, пумс, пумс. Да. Знаете, я бы тут посоветовал вам. Вы очень честно все играете, это очень хорошо. Но такого добавить хулиганство. Да? Ну-ка. Да. Совсем другое же дело. Прем — это скинуть. Поэлем. О! Вот. А почему здесь так быстро? Тут пауза есть еще. Рам. Смотрите, что получается. Пум-пум, блямс. Нет, хотите соединить. Не надо соединять сегодня. Плям-плям-плям. Вот. Но у нее же соединяется. Она пусть себе соединяет. У нас этого не написано. Да, давай еще про царицу. Да. Угу. Вот ваши стекла вылетели. Хорошо, вот конец мне понравился. Только вот это я не совсем согласен с таким концом. Чуть-чуть тоже. Почему? Вот смотрите, там написано сфорцандо и форте. А у нее 2 форте заканчиваются. Нет, смотрите. Это тоже на фоне? Ну, конечно. Ра-па-пам, па-па-пам, па-пам. Па-па-парам, па-пам, пам. Видите, разница получается. Вот здесь все на этих штрихах. Кстати, вот то, что касается тоже товарища Рахманинова. Раз уж мы заговорили о штрихах. У Рахманинова вот эта вся агогика, динамика, да, она не для фортепиано написана. Вот имейте в виду, когда будете петь, кого-то учить, да, не для фортепиано. Это все написано для текста. Это я вычитал в одной умной книжке. Вот, действительно. И когда начинаешь понимать, вот мы пели с Алексеем, да, «Молчание ночи тайной». Вот у рояля написано «пианиссимо», а у него 2 форте. Но это не значит, что он должен орать, выйти и заорать эту ноту, да? Это просто для артикуляции, для слова, что вот это должно быть очень полным голосом и хорошим
словом дано. То есть вот это действительно. И вот что касается Мусорского. Мусорского более прямолинейно, но это все очень хочется делать. Это трудно, потому что это уже 100 миллионов человек исполнили. Вот сейчас тоже, я говорю, мы должны песни и пляски, кого мы только не послушали. Вишневскую, Архипову, Хворостовского, Бородину. Всех слушаем. А что же делать-то? Лучше не слушать. Да, ну а свое вроде как, думаешь, скажут, вот кто вы такие, чтобы свое тут предлагать. Понятно? Вот мне хочется, чтобы это у вас было, у вас все честно выучено. Я вот вчера сижу, слушаю, думаю, какая молодец, все честно выучила. Но вот не хватает такой вот отдельности. Я поняла, Да? да. Я под нее прям подстраиваюсь, да. Так вот, под нее-то не надо. Я поняла. Вы очень их любите сильно. Пусть думают. Да? Давайте. А, вот вчера хотел сказать еще про Герду. Герда. Герда. Есть Герды? Герда есть. Не уходите, не уходите. Да, спасибо. Спасибо тебе. Тоже можешь сильно не петь. Так, Герду мы вообще мы давно так не играли, это через компанию была очень. да, мы не играли. В исполнении вечером Ольги, вы помнишь, что не надо к ней идти сбегать. Вот я что хочу сказать. Смотрите, сама эта вся музыка, да, вот, она у нас тоже идет в театре, этот спектакль, она немножко мюзикловая. И она всех тащит на то, чтобы сделать такую эстрадную песню. И очень важно здесь не перегнуть вот эту палку. Иначе получится тогда костей не собрать, да? Давайте чуть-чуть начнем сначала. Вот смотрите, очень красиво. Можно? Вот секунду буквально. Вы играете все опять честно. Нам не надо. Нам важна краска. Какая нотка первая? Во длительности. 8-я. А ты поешь? Подожди, посмотри, идет и повела. Понятно? Вот чуть ее вперед ведите. Она не идет за мной. Так, за мной идет, а за вами нет. Это за вами. Мы с ней ругались. Она вязнет и... Вот вы вчера и друг друга... Знаете, в чем штука? Есть такая категория певцов, которые даже когда это осознают в своем уже творческом, как сказать, расцвете, да, вот одна у меня тоже есть такая, она мне говорит, знаешь что, ты вот чуть вперед меня играй, потому что иначе... Она сама это уже стала понимать. Я какое счастье, наконец-то это поняла, да? А вы все время тоже слушаете. Идите, никуда они не денутся. Поехали. Вот это вот сыграем прием. Ровно. Тебя в любом краю. Это я. Вот, красиво же.
Ага, секунду, секундочку. Хорошо, молодец. Только когда. А, да, сейчас. Ага, стоп. Секундочку. Молодчина. Но мне хочется этого легато. И смотри, не столби. Когда не скорая весна. Когда не скорая весна. Не старайся сильно. Да, как вчера тоже сказали, не надо стараться сильно. Я еще раз повторяю, да? Простят не ту ноту, простят что-то не спетое, но не простят отношения. Вот. Тебя догонит. Ничего. Ага, вот здесь. Красиво, да? Но вот это вот анимато не очень в такую впрямую, мы не ускоряем. Да? Почему я говорю? Вот смотрите, за ними почему нельзя идти в орех? Оркестр не будет ждать. Они сели, и ты никуда не денешься. Еще здесь ладно, еще здесь как-то. А вот в классике никто ждать не будет. Скажут, ты делай, что хочешь. Понимаешь, да? Вот смотрите, что здесь. Я бы не торопил сильно. Не пой, не пой. Только здесь другой ритм. Но это самое. Не пой сейчас, мне не важно в голос, это ты все сделаешь. Да? Мне важно вот это, чтобы было отношение. Понятно, да? И вот здесь будешь обо мне. Здесь не торопите. Не надо. Понятно, да, что... И такое... Да? Вот это начало. Спасибо. Вот мне хочется начало, чтобы это был такой страшный лес дремучий, но сказочный. Вот. Не ищите. Просто поставьте просто руки и все. Да. Вот, видите как? Загадочно, не торопите. Только наоборот. Ничего. Не важно. Понятно, да? Это вот очень такие важные вещи, вот эта вот тембральная окраска и оркестр. Еще смотрите здесь. Не бойтесь баса. Да. Прямо его
Очень хорошо давайте, отталкивая их, товарищей певцов. Хорошо? Ты тоже вот на конкурсе будешь участвовать, да, вот то, что я говорил по поводу выхода, и все. Вот это, все же сошьете красивые платья, да, чуть подкрасите, сделайте прическу, все будет красиво. Но вот тоже вчера, вот тебе Сергей Николаевич тоже сказал, понимаешь, вот так, там никто не сидит. Все вот туда. Должны видеть твое лицо, должны видеть, как говорит, знаешь, один хороший музыкант говорит, я выхожу на сцену, потому что мне есть что сказать, да? И вот ты должна выйти вот так, что не извините, что я вот тут сейчас вам спою чуть-чуть, ну уж потерпите, да? А выйти и сказать, я вот, знаете, как класс, сейчас вам покажу, будете вообще тут рыдать. Хорошо? Вот все девчонки, вот вы все должны так настраиваться, да? Что-нибудь еще или хватит? Да хватит уже. Хватит, их уже намучили, сейчас Да, еще, и наверное, Кстати, пойдете. еще будут мучить. Еще. Хотите? Ну хочешь, что да хочешь, давай. Вы же Банконоску хотели? Давай. Банконоска опять старинная, там опять скажут, все выигрывают. Правильно. Я не знаю, вы просто попадаетесь мне всегда, я вас так люблю. Ну, попробуем. С вас, да. С меня. Ну, естественно. Ага, отлично. Только надо договориться о темпе. Это наша проблема. Да, скажи. Да. На людей, да. У нас люди то на полу, то на потолке. Договоритесь о темпе, да? Вот смотрите, это сейчас гораздо лучше по штриху и по качеству Ну, звука. это я так и играла, это я тут так. Да? Но здесь, я не знаю, надо послушать оркестр, я, честно говоря, не знаю этой арии. Мне кажется, чуть-чуть легковесно, Да, чуть добавить, нет, чуть-чуть тяжести добавить. А, наоборот? Да, вот смотрите, я не знаю, понравится или не понравится. Мне кажется, что это лучше. Так, но потом я подумала, что это слишком тяжело и более ну, как клавесина. Да, но это же оркестр. Попробуем чуть-чуть. Мне кажется, чуть-чуть легкомысленно. Тарапа, non legata, та-та, вот, это больше мне нравится, не знаю.
сначала. Знаете, не знаю, честно говоря, затрудняюсь я по этой песенке. Вот как педагог решит, так вы будете. Или вот сейчас Ольга Александровна подскажет. Я не знаю, какой штрих вот здесь для певца. Наталья сидит концертмейстер. Да. Вот штрих для Штрих для певца. концертмейстера. Нет, не для певца, я для имею в певца? виду. Я вот здесь не могу понять, какой штрих для певца. Либо такой оркестровый, либо легатный делать. Легатный, Да? легатный. Вот поэтому тогда вам нельзя отпрыгивать. Тин-тин-тин-тин. Да? Если она будет делать легато, ну, большой мастер может сделать и нон-легато, спеть. Вот. Но тогда вам надо играть это более протяжнее. Ну, то, что мы слушали, не помню этих. Там было стаккато. Ну, стаккато, ну тогда получится очень большая разница между ней и вами. А это не очень. Сразу скажут, что не знают стиля. Да? Так что это еще вот посоветуйтесь, решите. Ну вот мне кажется, что это лучше, когда вы играете чуть-чуть, да, не отпрыгивая мячиком таким каким-то, совсем легкий мячик такой, он здесь не очень подходит. Вообще у Вивальди такая, знаете, вот скрипка, вот если слушаем «Времена года» или вот любые арии, да, у него смычок очень такой, да, хорошо, такой вот смычок очень прилипчивый. Поэтому вот здесь это вот надо применить здесь. Хорошо? Да, спасибо. По Герде поняла. Не распластывайтесь. Если у вас добрый концертмейстер, значит, что вы должны сесть на шею. Не, она вчера ее вообще развезло. Надо Развезло? ее просто на герде, да. Потому что со страхом. И вообще хочу сказать, что есть такие товарищи, которые так потребительски относятся к нашей профессии, да? Но мы ведь можем отомстить Да? когда-нибудь. Не вступить. И на самом деле, я когда вот впервые взяла эту арию, я слышала девочку-конкурсантку, не помню какого конкурса, вот она прям так поет ее, и прям у нее так красивый голос. Ну, я хочу вам сказать такую штуку. Если вы готовитесь когда-то где-то петь в театре и везде, да, я считаю, что с малолетства надо выучить правильно, потому что иначе потом будут большие проблемы переучить еще хуже, чем выучить. Вот я сидел, вот я, по-моему, говорил, да, играл я на 2 детских конкурсах, и, в общем-то, получил я так хорошо от Ильяны Катрубас. Пел ребенок, а я играл. Ну, ребенок и ребенок. Ну, что у нас тоже, вот как говорил, репетиции нету, ничего. А они так сидят в жюри. И мы выходили вот так через зал. Ну, я не помню, какую старинную арию. В общем, не в том темпе. А мы очень давно с ней знакомы, с Ильяной, и мастер-классы, и все, и дружим. И мы спели, и я спокойно выхожу так через зал. И вдруг она встает при всем народе. Она по-русски говорит и говорит мне: ты почему играешь не в той темпе? Я говорю: так это ребенок. Она говорит: нет, нельзя. Если не могут в темпе, значит, не надо брать. Да вырастут, пусть поют. Но надо сделать так, как написал композитор изначально. Понимаете, да, в чем штука? Вот такие есть товарищи, которые не постесняются это сказать в лоб при всех. И будешь стоять краснеть. Понятно? Вот такие вещи. И вот еще что хочу сказать. Да, вот Наташа пришла там, я вижу. Хочу всем, ребята, вы должны любить своих пианистов, уважать. Это вы пока любите. Потом крылышки распластали и побежали и забыли обо всех. Да? Вот. Я хочу сказать, что вот Наташа с Алексеем, вот сейчас я вот несколько дней смотрю, удивительный пример, как надо работать и как надо вообще совместно работать, вдвоем. Да? Слушать. Если ты не согласна с чем-то, скажи: а мне кажется вот так. А она тебе скажет: а мне вот кажется вот так. А давай вот это послушаем, а давай поймем, а давай запишем, как лучше, как хуже. Да? То есть это большая работа. И поэтому вот любите своих мамочек и концертмейстеров, да? Но не может быть, родственные связи не должны влиять. Да? То есть профессия отдельно, мухи отдельно, котлеты отдельно. Хорошо? Машет ручкой. Так что вот так. Ну, наверное, все, что я хотел сказать. Спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо. Уважаемые слушатели, в 12:30 в этом же зале состоится мастер-класс заслуженной артистки России, народной артистки Республики Коми, председателя жюри 20-го международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, Ольги Александровны Сосновской. Объявляется перерыв 30 минут. Ой, мамочка.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, те, которые присутствуют здесь, в этом замечательном зале, в городе Краснодаре, и те наши зрители, слушатели, участники, которые находятся сейчас по ту сторону экрана, потому что мы находимся в прямом эфире на нашем канале конкурса в YouTube, и это позволяет нам расширить географию не только участников, но и тех, кто желает прикоснуться к мастерству и перенять какой-то опыт наших уважаемых членов жюри. Членов жюри 20-го международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Конкурс проходит второй раз в дистанционном формате, но мы имеем возможность сегодня провести открытие этого конкурса в очном формате, концерт членов жюри и лауреатов конкурса прошлых лет. Этот концерт состоялся 24 марта, позавчера, 2021 года. А сегодня, 26 марта 2021 года, мы проводим мастер-классы. Серия мастер-классов прошла вчера и сегодня. Вчера в этих мастер-классах принимали участие члены жюри и лауреаты конкурса прошлых лет Алексей Лавров, Нью-Йорк, Метрополитен Опера, Ольга Селиверстова, Большой театр, город Москва, Сергей Зайцев, город Москва. А сегодня с 10 часов прошел мастер-класс мейстера, пианиста, человека, который много лет сотрудничал с Еленой Васильевной Образцовой, Анатолий Кузнецов, Санкт-Петербург. Третья часть мастер-класса, которая пройдет через 2,5 часа, начнется через 2. Этот мастер-класс будет проводить член жюри конкурса Татьяна Александровна Мальцева, город Краснодар. А сейчас я бы хотел передать слово человеку, чье имя носит конкурс. Я вот этот сборник специально держал вот этой стороной для того, чтобы наконец-то его перевернуть и показать, что вот этот человек, чье имя носит конкурс, ну хотя мы, наверное, сопротивляемся, это не имени Ольги Сосновской, на приз Ольги Сосновской. Будем надеяться, что конкурс будет жить, в том числе благодаря вам, участники дорогие, потому что вы для нас то, ради чего мы живем, ради чего мы работаем. Это нотный сборник Ольги Сосновской, который был выпущен еще в 2006 году, 2008 году, и его можно приобрести в штабе конкурса здесь у нас за кулисами. Мастер-классы в рамках курсов повышения квалификации. Поэтому, уважаемые педагоги вокальных дисциплин, уважаемые педагоги-концертмейстеры, курсы повышения квалификации, заявки принимаются до 12 апреля. И сегодняшние вот эти наши очные мастер-классы, которые тоже будут транслироваться на YouTube и будут в открытом доступе на YouTube, они тоже будут входить в часы вашего, так скажем, обучения. Поэтому до 12 апреля все могут зарегистрироваться и в дальнейшем получить сертификаты установленного образца. Спасибо огромное педагогам, которые присутствуют здесь, которые помогают нам, которые поддерживают наших студентов. Безусловно, без педагогов было бы очень сложно. Каждый из них мастер своего дела. Самое главное, что каждый из них очень любит своих детей. Порой мы больше времени тратим, педагоги, на своих учеников, чем на родных своих близких. И, наверное, это заслуживает глубокого уважения. Именно поэтому сегодня мастер-классы от вас и для вас. А я предоставляю слово председателю жюри нашего конкурса, заслуженной артистке России, народной артистке Республики Коми, солистке Государственного театра оперы и балета Республики Коми, которая с гастролями объехала практически полмира и сегодня здесь, в Краснодаре, на этой площадке. Друзья, прошу любить и жаловать, представляю, Ольга Александровна Сосновская. Добрый день, дорогие друзья. Действительно, я объехала полмира, но в Краснодаре впервые. И для меня это очень ценно, очень гостеприимный город. Спасибо вам большое за ваши аплодисменты на концерте, что нас так принимали. Столько отзывов в Инстаграме, ВКонтакте мы давно уже не получали, и действительно нам очень это приятно. Я счастлива, что мы находимся здесь, я счастлива тем, что наши члены жюри, не все, но кто-то все-таки смог сюда доехать. И я думаю, что и для нас, и для вас эта встреча действительно была очень интересной и поучительной, и полезной, потому что я наконец-то тоже присутствовала на мастер-классах таких мэтров, как Алексей Лавров или Анатолий Кузнецов, который сейчас здесь давал. Для меня это
вот большое счастье. Неважно, в каком ты возрасте находишься, учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин, но дело не в этом, совершенству нет предела. Все развивается, искусство в том числе, и исполнение, и звуки, и вокал. Вокал молодеет, как вы знаете, да? Несмотря на то, что Мария Каллас в свое время в 14 лет уже дебютировала в оперной партии в театре, причем ее мама туда, так сказать, сосватывала в этот театр, и навравши, что ей уже 16, но 14, когда мне говорят, что не рановато ли вы занимаетесь солистами, да, что все-таки, наверное, пусть они поют сначала в хоре, а потом лет в 18 приходят в колледж и начинают заниматься. Нет. Это настолько индивидуально. И музыкальный мир, именно вокальный, он очень сильно помолодел. Наверное, очень многие наблюдают ВКонтакте, где-то в музыкальном интернете, знаете такое имя Валерий Макаров, тенор. Многие, наверное, я думаю, да? Ему всего лишь там 18-19 лет, он уже солист театра Покровского, насколько... нет, малой сцены какой-то большого театра. София Цимбал, которая была тоже лауреатом нашего конкурса, она в 17 лет была приглашена на сцену театра Мусоргского в городе Санкт-Петербурге. Можно говорить и говорить еще много. И поэтому каждый, даже вот я сейчас приведу пример, вот Ира, да? Ира? Ирина. Меня спрашивает, сейчас мы сидели, когда ты тут пела, молодой человек, сидящий рядом, ну сколько ей лет, там, конечно, она маленькая, еще там 17, наверное, да? Я говорю, 12, 12, понимаете? То есть как бы вот насколько акселераты сейчас дети, и иногда бывает, знаете, слушаешь в группе с 12 до 14 лет, выходит мальчик такой, клопик, и девочка такая уже, знаете, можно замуж выдавать. Поэтому как бы каждому индивидуально, мы подходим индивидуально к каждому. И я очень рада, что сегодня мы сможем с вами поделиться какими-то секретами, что-то найти общее, потому что наше творчество, оно, знаете, никогда не может быть в каких-то рамках. Оно всегда индивидуально к какому-то определенному человеку. Все у нас разные тембры, у нас разное строение зубов, носа, лба и так далее. Поэтому это все настолько индивидуально. И мы, педагоги с вами, да, мы ориентируемся только на то, что выходит из. То есть сам человек – это инструмент. И вы сами прекрасно знаете, что если рояль, можно найти спонсора, можно, не знаю, что сделать и купить себе новый, то голос ты новый никогда не купишь. Каких бы тебе денег это ни стоило, да, у тебя две маленькие связочки, у тебя вот он, поэтому мы должны очень бережно относиться к нему. И я еще раз хочу повторить, что особенно бережно к детскому голосу, что лучше не допеть, чем перепеть. Я вот смотрю опять эти две наши девушки из Сочи, которые уже третий день принимают участие в мастер-классе. И я думаю, ну, наверное, у вас еще будет время отдохнуть, да, до второго, если вы пойдете во второй тур. До второго тура еще будет время отдохнуть. Но вы молодцы, потому что вот я для себя считаю, что нужно ловить каждый момент. Из любого мастер-класса можно что-то вытащить для себя, понимаете? Это действительно очень ценно, когда к вам, как говорится, да, если Магомед не идет к горе, то гора сама приехала сюда. Пожалуйста, это все бесплатно, это все для вас, понимаете? Поэтому пользуйтесь. И еще раз повторюсь, говорила сейчас на открытии, что некоторые мне говорят, ой, как это нескромно, значит, приз Ольги Сосновской. Да, дорогие друзья мои, я не хочу, чтобы это было имени, когда меня уже не будет. Я хочу сейчас все, что я знаю и умею, передать вам. И мне кажется, это не настолько... Мой педагог говорил, скромность – это ближайший путь в неизвестность. Артисты не должны быть скромными в этом плане, да? Потому что если ты где-то будешь ждать, пока тебя куда-то позовут, ты так и никогда не дождешься. Под лежачий камень вода не течет. Нужно постоянно что-то делать, совершенствоваться, ездить, брать какие-то мастер-классы, учиться, брать новые произведения. Кто был на концерте, вы, наверное, заметили, да, у нас пел еще не только члены жюри, пели лауреаты прошлых конкурсов, и среди них вот был наш сын Алексей Юрковский, который просто обожает конкурсы. Но я никогда его в этом не останавливаю, он сейчас студент второго курса Санкт-Петербургской консерватории, потому что это рост, это определенный скачок. Понимаете, когда мобилизуется весь твой организм и настраивается на что-то новое. Не знаю, вот у меня сейчас тоже в этом конкурсе будет принимать участие 3 моих студента, и вы бы видели, как они хотят, как у них горят глаза, даже если они ничего не займут. Это огромный, колоссальный опыт. Это творческая лаборатория, в которой мы вместе с вами варимся, и какой-то продукт все-таки будет. Много говорю, сейчас будем заниматься.
Я только хотела еще сказать, знаете что, сегодня, 26 марта, день рождения у 2 членов нашего жюри. Это Светлана Ивановна Афонина, город Цюрих, и Татьяна Дмитриевна Смелкова, город Санкт-Петербург. Давайте мы их, они, наверное, нас смотрят. Они смотрят нас, наблюдают за каждым шагом, что происходит здесь у нас на конкурсе. И мы хотим пожелать им крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов, талантливых и благодарных учеников. И, конечно же, чтобы на нашем конкурсе сейчас мы обязательно открыли какие-то такие вот звездочки на вокальном небосклоне, которыми мы будем потом гордиться, как мы уже очень-очень многими гордимся, которые стали лауреатами нашего конкурса. И неважно, нашего, не нашего, музыкальный мир настолько тесен, это просто поразительно. Я вот даже, вот сидит Татьяна Петриченкова, которая работала 2 года, по-моему, да, Татьяна, у нас в театре в Сыктывкаре. Ну, знаете, здрасте, мы приезжаем, а она тут, оказывается, в Краснодаре. Вот удивительно. Так, хорошо, кто первый? Давайте начинаем. Я, знаете, хотела еще сказать действительно огромное спасибо Анатолию Юрьевичу Кузнецову, который проводил сейчас мастер-класс. Я для себя столько много интересного почерпнула, и хочу сказать, дорогие концертмейстеры, дорогие вокалисты, действительно 90% вашего успеха – это пианист, который с вами. Должен быть вот в ансамбле. И цените, любите, берегите ваших концертмейстеров. Так, что вы будешь петь? Как тебя зовут? Ксения. Ксения, 10 лет, детская школа искусств Овация, город Краснодар. Ой, как замечательно, наконец-то Краснодар у нас, давайте. Ксения, да? Что ты будешь петь? Детские игры Моцарт. Угу, хорошо. Я прошу прощения, что я тебя прерываю. Конечно, я никогда бы не прервала до окончания. Но так как у нас время ограничено, я знаю, что очень много участников пришло сегодня на этот мастер-класс. Смотри, а вот ты поешь что-то, мне кажется, веселое, да? У тебя, во-первых, зажаты ручки. Не надо. Вот представь, о чем ты поешь сейчас? Какая это песня? Какие слова? Вот прочитай даже мне просто стихами первый куплет. Мы дети, мы шумный, веселый народ. Веселый, шумный, да? Мы дети, ты такая, мы дети, нет? Вот представь, что наоборот, мы шумный, веселый, дальше? Играем, еще? Играем, не знаем забот и хлопот. То есть вообще, детство, да? Ты сейчас вот счастливый человек, у тебя 11 лет, у тебя все впереди, вся жизнь. Давай первый куплет еще раз по-другому, хорошо? Руки, если тебе мешает рука вдруг, ведь ты что, стоишь, можешь положить сюда, ничего страшного, да? Мы дети, ну. Да, педагоги, сразу следите за руками, потому что, все почти, я сама вот так вот в 17 лет в классе Сергея Павловича Маркова вот так вот без конца махала руками. На, давай. Четче дикцию. Мы дети, мы шумный, веселый народ. Играем, не знаем забот и хлопот. Гулять разрешили на вечерах. И бегаем мы по лугам. Извини, пожалуйста, вот я слушаю тебя, стою рядом даже, немножко не понимаю много текста. Четче произносить дикцию. Дело в том, что, видишь, вот так можно слышно, а вот туда уже акустика, она немножечко твои вот эти согласные, она съедает. Поэтому мы дети. И что дальше? Мы шумные. Мы не шумные, мало слышно, да? Шумные. Иногда перед уроком можно почитать какие-то скороговорочки. Там 16 шли мышей, и 6 нашли грошей, да? А мыши что, поплошь?
Обязательно. У тебя еще дети, ти. Вот это ти не должно быть дети, те, да? Если по-русски поем, да? Хорошо? И смотри, все-таки это веселый народ. Поэтому вот сразу внутренняя улыбка такая, да? Щечки вот здесь вот, у тебя такие хорошие щечки. Мы дети, мы там шумный, веселый народ, да? Ре обязательно произносить. Ре, язык он нам помогает прокатиться по небушку, а небушка как раз это наш самый микрофончик, потому что вот твой инструмент, вот все твое тело, ноги, руки, щеки, лоб. Разговаривали тебе, педагог рассказывает, какие тут резонаторы лобные, да, пазухи у тебя здесь гайморовые? Рассказывает? Где еще есть, какие у тебя есть резонаторы? Ну-ка расскажи мне. Какие еще есть? Кроме головы. Есть у тебя еще резонаторы? Да. Где? Где? Ну говори. Точно знаешь ведь, ну? Правильно, грудные резонаторы, да, вот здесь они у нас, легкие, где находится, да, диафрагма. И мы дышим обязательно с тобой не только вот так вот поверхностно, а у нас у вокалистов, которые поют академическую музыку, да желательно всем так дышать вокалистам, грудо-брюшное. То есть мы не только грудью, мы еще и сюда набираем воздух, да? И поэтому рекомендую всем посмотреть. Есть ВКонтакте где-то еще, в интернете, просто на Ютубе забить, мастер-классы по дыханию Монсеррат Кабалье. Вот у нее там целая группа народу лежит с книжками тяжелыми на животе, и они там... То есть нужно вот сюда набирать, чтобы хватало дыхания, да, тебе? Чтобы тогда, когда ты поставишь свой голос... Сори, извините, микрофон трогаю. Тогда голос будет более устойчивый. Вот смотри, если есть палаточка, ты в палаточку в эту, да, чтобы она стояла, вбиваешь по колышку и все. И достаточно, чтобы она там ее ветром не сдула. Есть домик двухэтажный, а есть высотный такой, 17-20-этажный. Чтобы он хорошо стоял и его там не мотыляло ветром, да, мы туда очень большие такие длинные сваи забиваем в землю, чтобы он был устойчивый. Вот для нашего голоса тоже. И чем выше у тебя нотка, тем ниже должна быть опора. Вот здесь, да, дыхательная опора. И когда мы поставим действительно, почему называется еще, знаете, вот как бы я преподаю помимо специальности у вокалистов, еще дирижером, наверное, многие тоже из вас преподают дирижером, да, раз в неделю мы встречаемся, у нас называется такая постановка голоса. Почему постановка? Потому что мы его ставим на опору, на дыхание. Именно, наверное, поэтому. Да, еще разочек. Вот эти, посмотри, у тебя пока только голова звучит, нужно еще... Кстати, есть хорошее упражнение, перед тем, как ты пришла на урок к педагогу, ты можешь уже заранее себя немножечко разогреть. Потому что я сравниваю, знаете, вот вокалисты, они как спортсмены. А это тоже у них тело, это их инструмент. Они прыгают высоко, они там поднимают гири, они там что-то... Они все это делают, им нужно на тренировку прийти разогретым. Поэтому тебе тоже. Вот смотри, берешь 2 пальчика, бери. И вот так вот здесь такие вот есть резонаторные такие ямочки у нас. И мы 20 раз прямо туда хорошенечко втираем. И 20 раз обратно. Да. Нашла? И потом тебе прямо захочется вздохнуть. Да? И вот эти щечки пощипим тоже. Это наши резонаторы, которые тоже, особенно у деток. Да? Им значит, объяснять детям у нас, извините, головной резонатор, где что, это как бы может быть им скучно. А когда вот такие, и можешь еще постучать, так помычать и... А немножко спустись. А этот тоже... Закрути вот так. А я говорила, что у нас еще грудь. А еще у нас есть спинка, где у нас находятся ребрышки. Да, постучала, немножко оживилась. Еще можно, знаешь, как сделать так? Это гимнастика Стрельниковой, которую ты почитаешь отдельно потом, где-то найдешь в интернете, или зайди ко мне ВКонтакте, у меня все там написано. Еще, знаете, сразу расскажу, пока не забыла, есть такая, была потрясающая педагог Мария Эдуардовна Донец-ТСР, наверное, очень многие слышали эту фамилию, у нее даже видеофильм был снят о ее уроках, выпущена двойник-пластинка. Я, честно говоря, больше как бы, сейчас, конечно, в интернете там куча всего мастер-классов, а раньше это был нонсенс, да, чтобы о педагоге вокала снимали, потому что она занималась в основном с молодыми девушками, с сопрано, и делала просто звезд. У нее каждый студент почти всегда был звезда. Давай еще разочек начнем. Вот уже разогрели мы, да, поэтому мы дети, не ц, т, мы дети,
Иначе, если ты будешь где-то записываться, на записи будет стоять рядышком микрофон, и вот это твое, вот это все будет мешать тебе. И еще, смотри, у тебя в голове, небушка, это микрофончик такой. То есть мы, вокалисты, академисты, должны своим голосом наполнить вот весь зал. Не так, что у нас тут вот здесь вот только можно было слышно. И эстрадники, они обычно берут микрофон, и там им звукооператор там сидит и накрутил, там и ривер сделал, и акустику нам сделал, все. А мы сами себе хозяева своего голоса. Поэтому, Нюбушка, знаешь, вот как в храме. Ты была в храме? Когда-то была, надеюсь. Вот. В храме такой высокий-высокий потолок. Вот как говорила сейчас Ольга Селиверстова, которая вчера давала мастер-класс, говорит, ее педагог ей говорила, ты Нотр-Дам-де-Пари. Все, вот и вот в этом куполе щечки подняла, и мы дети, ну что такое, мы дети, да? Давай, вот так. Угу. Все, улыбка сразу. Весело. Нет, это зачем было? Мы дети, да? Это так было? Или так просто было? Все, руки. Ну или мы дети. Как бы они у тебя автоматически. У нас была певица, которая стояла всегда. Так пока проигрыш играла, все было хорошо. Когда она начинала петь, у нее начинали вот так сразу 2 руки идти. Что бы она ни пела. Я говорю, Альфия, ну ты хоть бы одну, что ли, сначала подняла, потом вторую, как бы, да? И не замечаешь просто. Это такой вот зажимчик внутренний, который ты не видишь. Угу. Записывай себя на видео, смотри, что ты делаешь. Я раньше, когда пришла только в театр на работу, вот только верхняя нота, я сразу поднимала плечи. Но я этого не видела, пока я не записала себя на видео, и потом уже конкретно я ходила и как бы старалась верхнюю ноту все-таки не задирать плечи. Да? Записывай, слушай. Еще разок. Мария, у тебя проблема с ре? Нет? Дикция? Да? Сори. Давайте дальше. Угу. Еще раз. Мы дети. Вступление, да? Да. Мы дети, мы шумный, веселый народ, играем, не знаем забот и хлопот, гулять разрешили на реке. Слушай, а можно тебя еще разочек остановить? Подойди сюда, посмотри. Вот видишь, у композитора 16-я пауза, 16-я, еще 8-шечка, да? Поэтому мы дети, мы дети, та-та, ты не делаешь, это 16-я. А он как раз показывает характер, веселье. Мы дети, мы шумно, та-та-та-там, тара-та-та-та, та-тара, тарара, чтобы потом 16-я еще потом тарара. Не лягуй здесь, да? Еще разок. Угу. Радости. Мы дети. Давай. Давайте прям с нее. Мы дети, мы шумные. Нет, ты делаешь мы дети, мы. Там пауза. Мы дети, мы. Паузу нужно сделать. Там написано в нотах. Ну? Мы дети, мы шумный, веселый народ, играем, не знаем забот и хлопот, гулять разрешили. Нет, смотри, можно остановить. Обязательно небушка, вот как в церкви сделать. А вытянуть, потому что оно немножко позиционно низко у тебя. Откуда сейчас, где целая фраза? Гулять. Там идет мелодия наверх, поэтому тебе нужно сделать большую акустику. Да? Угу. Гулять можно? Гулять разрешили. Нет, гулять, А. Пощелкай языком. Ага, р, а, вот туда а нужно, да, где щелкаешь. Гулять разрешили. Вот. На вечерах, и бегаем мы по Вот, смотри, какие ямочки красивые у тебя. Смотрите, красивый какой мотылек. Ты его увидела? Извиняюсь. Смотрите. Понимаешь, сейчас вот требуется комплекс всего. Вот был у нас мастер-класс вчера Сергея Николаевича Зайцева, который рассказал, что нужно погрузиться в определенную какую-то обстановку. Вот ты должна этого мотылька увидеть. Ты тоже должна выйти и удовольствие получать от того, что ты хочешь рассказать каждому про этого мотылька.
Хорошо? То есть только смотрите. Нет его. Смотрите. Вон он, мотылек полетел. Да-да-да-да-да. Хорошо? Прямо представь его, глазами представь. Можно второй куплет? Смотрите, красивый город. Сел на тебя. Ай, Рядом такой же красивый один. похоже. Ловите весна, не видит друзья. Но если друзья разучатся нельзя. Молодец, лучше, гораздо интереснее мне лично. Ах, солнце садится, пора по домам. Как жалко, ведь было так весело нам. С утра будем Вот молодчинка. бегать опять. Успеем, успеем, Иисус Молодец. Лучше гораздо стало. Спасибо большое. Гораздо стало лучше. Правда, правда. Лично мне интереснее стало. Но все равно Ксюш, надо очень четко произносить. Немножко ты как-то съедаешь согласные, да? Согласные тоже нужно обязательно пропевать. Я советую, знаете, что еще? Брать в рот карандаш или какую-то там, не знаю, веточку, да? И поговорить весь текст. Мы дети, мы а потом уже без попробовать попеть. Вот если, не знаю, есть у нас у тебя, может, свой карандашик. Ну, в общем, вы попробуйте, да? Я прошу прощения, просто времени ограничено. Очень хорошая девочка, замечательная. Смотрите, какие у нее ямочки. И голос красивый. А если ты еще начнешь вот этот купол посылать, он обязательно у тебя окрасится новыми красками. И четче будешь произносить, тогда у тебя появится более посыл такой туда, да? Хорошо? Удачи тебе, да? До встречи. Спасибо большое. Спасибо. Кто следующий? Время не дремлет. Ну, Магдалина наша незаменимая, конечно, как без тебя-то, третий день тоже ходит уже. Так, хорошо, что ты будешь нам петь? Две, что? Мелодия мир цветов. Ну, давай Чайковского. Давай на русском мы тоже послушаем, как ты на русском произносишь. Ты уже, правда, нам пела Римского-Корсакова, да, вчера? Да? Угу. Можно остановиться сразу? Так как мы с тобой уже вчера работали все, Сергей Николаевич с тобой работал. Весело! Ой, прям весело так. Весело! Почему так грустно? Ну-ка, уже ты же нахваталась тут опыта у нас, да? По-другому пой. Давай. Можно последний такт перед вступлением? Угу. Весело цветики в поле пестреют. Что делают? Их пестреют. А я не услышала ре. Пестреют. Пестреют. Утрируй, пожалуйста. На последнем ряду вон там никто не поймет. Анатолий Юрьевич, вы услышали слово пестреют? Не услышал. Вот Анатолию Юрьевичу пой. Ну, давай. Весело цветики в поле пестреют. Вот. Их по ночам освежает роса. Освежает. Если бы ты... А вот верхние нотки нужно вот на эту низкую нашу дыхание опереть. Соединить дыхание. Та-ра-ра-ра, ра-ра. Ты повернулась, потянулась немножко наверх, и она у тебя чуть-чуть подсорвалась. Конечно, ты у нас еще уставшая после вчерашних и позавчерашних мастер-классов, да? Поэтому давай еще разок. Красиво сейчас начала, давай. Весело цветики в поле пестреют. Их по ночам освежает роса. Молодец. Днем их лучи благодатные греют. Смотри, немножко. Лучи благодать. Вот у тебя здесь, ты была у Ольги Селиверстовой на мастер-классе тоже, по-моему, да? Ну, по крайней мере, не была. Вот тут у нас щечки, носик, да? И вот тут такой, как пятачок у нас такой, который вот туда надо все нотки посылать. Хорошо? Они в зависимости
от высоты варьируется только дыханием. Знаешь, вот, как сказать, высота этого дыхания. А ты не уводи туда, иначе шел звук, вдруг пропал. Вот эти щечки, вот этот носик, вот этот лобик. Давай еще разок. Висел цветики в поле пестрил, их по ночам освежает роса. Вот, молодец. Днем их лучи благодатные греют, ласково. Нет, не заваливай туда. Днем лучи. Днем их лучи благодатные греют, ласково смотрят на них небеса. С бабочкой пчелою свистный разговор. Выпало. Самое главное, у нас не отсюда звук должен идти, а вот отсюда. Вот у нас такие большие тут глазницы. Вибрация, которая должна вот отсюда идти вот туда в зал. Да? Можно еще разжать с бабочкой? Да, с бабочкой дайте нотку. С бабочкой пестрой, с гудящей пчелою, с ветром и любовистый разговор. Весело цветиком в поле весною, милый Можно еще? весною. Там же ставь. Никуда не таскай. Весело. Весело цветиком в поле весною, милый родимого поля растут. Вот они. Нет, мы с тобой договорились. Вот они, вот она. Такая песня хорошая. И ты девочка. Умела объяснить все это. Вот она говорила, что тут у нас как будто листок бумаги. Да? И как только ты не трогаешь его, он у тебя упал. Вот представь, что ты без конца его должна. Вот она, вот, и он свалился. Он уже ускакал у нас, да? Давай. Вот. Вот они видят в окне зарешетки. Не, в окне зари. Вот смотри, вот у меня рука, и ты постоянно одевай туда. Вот она видит в окне заре, не за. Угу, давай. Ручкой. Вот они видят в окне зарешеткой. Да. Тихо качается бледный цветок. Солнце, не зная печали кротких, вырос он в прочный одинок. Цветиком Нет, цветиком. И ю, они вот здесь вот, да? Попробуй еще разок. Какие слова? Цветиком. Цветиком. Е, и. У нас е, и, они горизонтального зевка. Они более такие, как бы, да, как яблочко, я говорю. Вот такие они. Пол яблочка. А, о, как целое там с этим яблочко. Давай. Цветиком жаль его бедного стало, хором они к себе брата зовут. А можно брата. Я тебе опять вот так руку ставлю, давай, пой. Хором, да? Да. Хором они к себе брата Вот. зовут. Солнце тебя никогда не ласкало, бросите стрелы, зачахнешь ты тут. Этот вечер, хоть весело в поле, не наряжает вас ярко весна. Но не завидую вашей доле и не забуду сырого окна. Не сырого. Не забуду или что там? Не забуду, да? Не покину. И не покину сырого окна. Молодец. Ладно, достаточно, спасибо, там время выходит, да? Но
Я считаю, что это вообще, ну, Бог поцеловал этого ребенка. Ну, правда. Это, наверное, будет Анна Нетребко вторая, отсюда из Краснодара. Ты просто, вот, знаешь, ты пела, у меня мурашки. Молодец. Она делает нюансы, она делает филировку. Сколько тебе лет? 11. Давайте ей поаплодируем. Просто, да. Анна Нетребко, Елена Образцова. Хорошо. Она не хочет, она хоть быть меццо-сопрано, как Елена Образцова, она хочет сказать. Я имею в виду, что ты прославишь Краснодар точно так же, как Анна Нетребко. Просто чудесный, чудесный ребенок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Александр Бабаев, 19 лет, учусь в Краснодарском музыкальном колледже имени Николая Андреевича Римского. Ой, прекрасно, прекрасно. Давайте, Александр, что вы нам покажете? Арию Евгения Онегина. Ой, потрясающе. Хорошо, давайте. Можно только сразу, здесь у вас плохое зрение, да? Ну, как бы, ну, не обижайтесь. Плохое? Ну, да, да. Вы не можете без очков петь? Свободно. Да? Угу. Просто, знаете, как бы вот сцена, она требует, как бы вот, ну, не знаю, я всех своих студентов даже заставляю линзы одевать, если они ничего не видят. Да? Зрители должны видеть ваши глаза, в первую очередь. Мы для них, да? Да. Извините. Ну, давайте, хорошо, Саша, давайте. Вы мне писали, не отпирайтесь. Я прочел любви доверчивой признания, в любви невинное излияния. Мне ваша искренность мила. Можно я сразу остановлюсь, извините, да, чтобы, потому что у нас времени мало на всех. Смотрите, во-первых, вы представьте, где вы, что вы делаете, да, нужна вам эта Татьяна или не нужна, с каким подтекстом от ней пришли, да. У меня к вам пожелание такое. Вы немножко поете по-ленски. Ленский, он такой весь лиричный, а вы Онегин, который устал вообще от всего, да. А вы такой, вы с ней такой добрый. Нет, Онегин не добрый здесь, да, он ее учит. Помните, как она потом сказала, нравоучение, как вообще, о боже, зачем я сюда пришла, сказала Татьяна, да, сейчас вообще он мне наговорит такого. Поэтому вы вот очень так холодно с ней, вы немножко очень нежно разговариваете, вы ее уже как будто любите. Нет. Да, полюбите потом, в том последнем акте. Хорошо? Вот. И немножко посмотрите. Во-первых, в русском языке и в итальянском обязательно, если двойные согласные, они обязательно должны на них застревать. Какое там слово у нас сейчас, секундочку? Любви, мне ваша искренность, на ней нужно немножко застрять. Это такие есть традиции в пении, да? И еще. Вы мне писали, не отпирайтесь. На А, на О обязательно делаем вот этот купол. А немножко, поэтому звучит немножко, как бы сказать, открыто для меня. Онегин, он такой, вы мне писали, не отпирайтесь. Такой простой парень, а он, извините меня, во фраке. Он с тростью, он там в шляпе, да? Можно еще разочек начать? Угу. Вот она сидит, Татьяна. О, боже, как обидно. Все, села. Вы мне писали, не отпирайтесь. Мне пойте, я сижу, Татьяна. Я про. Вот что я слышу, да? Я прочел. И Кантилена пошла, Чайковский. Но. Я прочел любви доверчивой. Нет, хорошо спели вы. Я прочел любви я прочел. Вот это у вас низ вашего дыхания должен быть вот ниже вашего пояса. Прочел любви а вы поднимаете немножко. Еще раз. Я прочел души доверчивой признания. Лучше, молодец. В любви невинное излияние. Лучше, да. Мне ваша. Е, она такая же вытянутая. А вот туда, хоть она и горизонтальная, но она все-таки с куполом. Мне ваша. Очень, как сказать, котируется везде, хоть на Западе, хоть в России, ровный, не пестрый голос. Да? Не должно быть е и выпирать. Поэтому мне
ваша, мне, во. Это уже пестрота. Еще разочек. Мне ваша искренность. Хорошо сделали. Мне, мне. А пояс где у нас? Я говорю, вот здесь опора. Мне, точнее, мне, А у вас мне внизу. Сейчас руку дам, как Магдалине, держите. Опирайтесь на нее, не бойтесь, не бойтесь. Мне ваша искренность мила. Искренность. Да, это режет ухо прям сразу, моментально. Мне ваша искренность мила, она волнение привела, давно умолкнувшие чувства. Я прошу прощения, вам не хватает здесь дыхания? Там разве есть у нас пауза? Она волнение привела, давно угаснувшие. Не хватит? Попробуйте. Она волнение. Нет, смотрите. Пояс. Не вы, она. Она волнение привела. Хорошо сделали. Она волнение. Не поднимаем дыхание. Она волнение привела, давно умолкнувшие чувства. Потому что ведите вперед. Наташа пойдет за вами, да? Можно еще раз туда же? Она волнение привела, давно умолкнувшие чувства. Отлично. Но восхвалить Хорошо я... сделали. Но У нас есть столб дыхательный, и мы туда, как вот эти нотки, вот это ведрышко, колодец, опускаем, и оно у нас туда-назад не выскакивает, да? Но восхвалить я не хочу. Можно все? Но восхвалить я не поднимайте. Там одна нота у нас идет. Да. Как бы, когда на одной ноте, тем более нужно очень хорошо держать дыхание. То есть позанимайтесь с педагогом просто и, а, о, у, и, а, о, у, да? Но восхвалить. Но, вот смотрите, у вас получилось. Но вас. Причем, как бы, когда на одной ноте все равно дыхание уходит, и неволей начинает позиционно опускаться. Поэтому каждую ноту, если на одной поешь, но восхвалить я. Мыслить выше, а дыхание ниже. О чем я сейчас говорила с Магдалиной, что чем мы идем выше, тем мы ниже должны опирать. Чтобы нота у нас, знаете, как фонтанчик. Вот давление создал, он у нас высоко поднялся. Ослабилось давление, фонтанчик сдулся. Да? Поэтому «но восхвалить я». Немножко сдуваетесь. Голос очень красивый. Но восхвалить я не хочу. Сбросили «но восхвалить я не хочу». Вязко, как мед. Но восхвалить я не хочу. Поем, не говорим. Я за нее вам отплачу признанием. Это для меня открыто. Я бы сказала, что это открыто. Призну. Ага. Вот купол себе сами, вот парижского вот этого собора. Хорошо? Да, Признаю. Нет, на призну. А где О? А О где Ку? У вас призну. Признание также без искусства. Нет, не при. От И, Е, они обязательно опираются сюда, знаете, как пазл такой сюда нужно засунуть. Примите. Примите ши исповедь. Не примите ши. Протяните ее. И немножко недостаточно для меня. Примите ши исповедь мою, себя на суд вам отдаю. Суд вам отдаю.
Вы должны вот такое ощущение натянутости быть, да? Суд вам отдаю. Я была на мастер-классе у Доротеи Галли, которая тоже у нас сейчас будет в жюри, не будет, а уже есть, да, вы можете посмотреть. У нее в рояле, вот здесь вот где-то вот в рояле, вот такая широкая резинка, не знаю, как они там ее прицепили, и вот когда особенно выходишь на верхние ноты, эту резиночку, ты ее так натягиваешь. Я все время сравниваю, как в школе, если канат ты перетягивал там со своими друзьями, да, с одноклассниками, да. Должно быть состояние натяжения и не отдачи ноты туда. Нота идет вперед, дыхание себе. Должно быть, знаете, вот как рогатка. Вот вы натягиваете, оно далеко стреляет. Если вы вот так вот что-то натягиваете, тут оно тут и свалится. Понимаете? Давайте. Немножко примите. Знаете, речка течет. А у вас вот эта лодочка, она тоже течет. Она у вас утонула. Примите. Прямо вязко говорите. Вы знаете, очень хороший пример для подражания. Есть такой Николай Землянских, наверное, видели, да? Он пел, по-моему, в начале, в самом концерте, когда было 90 лет Пахмутовой, он пел мелодию. Настолько это было вязко. Я с ним познакомилась с Николаем, когда была в жюри конкурса в Таллине. Он у нас получил там гран-при. И, понимаете, потом немножко следила за его судьбой, и вот его из, 500 человек отслушали молодежная труппа при Большом театре, да? 500 человек отслушали по всей России, и 5 человек только выбрали. И его тоже с 3-го курса консерватории Санкт-Петербурга, где он учится у Александра Николаевича Кузнецова, его вот туда молодежную труппу забрали. Вот у него настолько все, вот он согласный поет, понимаете? Послушайте, вам будет очень полезно, правда? Иногда, вот знаете, вот что-то уловить можно, послушав кого-то еще. Давайте. Смотрите, примите, выпало, примите. Спойте иногда на меняете, не меняйте. Еще раз, примите и убираем горло, вообще выкинули. У меня педагог говорил: голова, грудь, все, живот. Вот это оторвали, выкинули. Горло, тут у тебя дыра. Прими, да? А мы южные, вы краснодарцы, а у меня папа с Украины, у нас вообще такая манера на горле-то петь, понимаете, как да? Вот очень долго отучалась, причем когда уже съездила на стажировку в Италию, была во Флоренции, и только там Федора Барбьери, очень известная певица, подруга большая у как раз Елены Васильевны Образцовой, она наконец-то мне это там вот пыталась что-то снять, потому что знаете, это беда очень многих вокалистов, потому что мы себя замечательно слышим. Ой, мы сюда бьем в эту гортань, на горло сажаем, и кажется, такой звон идет так красиво, а голос-то он здесь держится, и он от нас не уходит. Вот как раз нужно вот эту пустоту опереть, чтобы он полетел в зал, далеко-далеко вот туда за пределы, да, этого зала. Давайте еще разочек. Примите. Молодец, лучше. Себя. Дайте руку, тянемся, давайте. 2. Себя. Дайте ему простор. Себя на суд вам отдаю. Вот, молодец. Сейчас было лучше. Дальше проигрыш попустили. Нет времени нам на проигрыши. Нет, Ленский. Когда бы. Не Ленский. Убрали романтику. Нет, это когда бы жизнь домашняя. Не опускайте. Смотрите, когда у нас попадаются 2 гласные подряд, не Ягра, нельзя их, они сливаются, и немножечко нужно на нее атаковать ее. Когда же, еще раз, вот когда бы жизнь. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда б мне быть
отцом супругом приятный жребий повелел. То верно, кроме вас. Не, кроме вас, не мельчите. А всегда у нас такое, как яблоко большое, да? Даже как яйцо, я бы сказала. Немножко кладите сюда на эту челюсть. Ага. То верно, кроме вас, одной невесты не А можно не искал. дышать? Можно. А давайте. То верно, кроме вас, одной невесты не искал иной. Заставляйте себя. Сегодня не хватит, завтра хватит. Но я не Нет, создан. вы спели. Но я. Мгм. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя. Не мельчите, вы не Ленский. Напрасны И ваши ваши совершенства, их недостоин вовсе я. Поверьте, совесть Нет, в том. опять Ленский. Поверьте, поверьте, совесть в том. Вы опять сазада, вы с ней очень добрый. Поверьте, совесть в том порукой, супружество нам будет мукой. Я сколько б не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Судите ж Нет, вы. суди. Все равно вытягивай, хоть и она у нас такая длинная, но... Судите ж вы, Какие розы нам Нет, на нам. Не хватает купола мне у вас, да? нам заготовит гименей. Молодец, хорошо, сейчас красиво. И может быть намного дней. Но... Мечтам и годам Нет. нет. А, так хорошо все пел. Мечтам и годом. Идем к возврату, да? И А у нас большая, крупная. И смотрите, вот в этом проигрыше на много дней. Вдруг вы проснулись на последнем такте? Нет. Да? Раньше. На много дней. Подготовьте заранее вот эту свою стремительную часть, да? Можно с кончика? И может быть, да. И может быть Намного дней. Вот уже. Мечтам и годам нет возврата, ах, нет возврата, не обновлю души моей. Стремительно уговаривает ее. Я Вас вас люблю, любовью брата, или, может быть, еще сильней, или, может быть, Сейчас и лучше. или, может быть, Может быть. Не поднимаем. или, может быть, еще. Нет, это Ленский. Еще. Еще сильней, послушайте меня без гнева. А можно темнее? Темнее можно спеть? Мгм. Послушайте меня, не без гнева. Послушайте меня Без гнева. сменит не раз молодая дева.
понимаю, да? Красивый какой. Саша, очень красивый голос, но у меня где-то что-то закрадывается смутно сомнение, вдруг вы тенор. Нет? 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 Ну, может быть, и нет, лирический баритон, да? Но просто, может быть, потому закрадывается, что вы немножечко так поете по Ленскому, да? Вот баритон, даже лирический, он более прикрытый, да? Хорошо? Более такие не и не надо голос У вас очень красивый голос, у вас рост такой великолепный, все, внешность такая, да, сценическая. Я надеюсь, что мы вас когда-нибудь увидим на сценах, где-то пересечемся. Я Ларину, глядишь, спою, а вы как раз, ну хорошо, поздравляю вас. Я имею в виду Ларину, не Татьяну, конечно. Маму. Уважаемые участники, проходите, пожалуйста. Торшина Мария, Черкашина Полина, порядок читаю. Радзевичук, Журавлева, Фетич, Середина, Антона Тарасова, Субботова, Айниченко. По 10 минут, пожалуйста. Извините, вы мне машите хоть, что я уже, да? Да. Так, представьтесь, пожалуйста. Торшина Валерия, 12 лет, город Краснодар. Ага, Валерия. Что будете петь? Форель, Шуберт. Хорошо, на русском, на немецком? На русском. Давайте. Лучи так ярко грели, вода из луги текла, причудливцы форели мчатся, как стрела. Я сел на берег зыбкий и в сладком забытии следил за резвой рыбкой, купавшейся в ручье. Следил за резвой рыбкой, купавшейся в ручье. Можно сейчас немножко затормозимся, а потом допоем, да, следующий? Вот смотри, сразу начала петь, да? Голос, кстати, очень красивый, красивого тембра, да, ясный такой, и очень хорошо подходит под это произведение Шуберта. Немножечко начинаешь плащить, верхние нотки, когда переходишь, да, вот особенно их надо более глубоко пропускать, более, да, особенно вот там слова у нас, какие у нас слова там, сейчас посмотрим. Купавшийся, дать себе открыть все. Знаете, как я сравниваю, вот некоторые поют, как будто в дверь проходят, вот дверь откроют вот так вот и пытаются туда, в эту дверь протиснуться. Я говорю, откройте ее настежь и нормально, спокойно, не касаясь никаких стенок, пройдите. Они же вот так вот, купавшийся, понимаешь, да, открой там, мы же не можем залезть в педагогию туда к вам, все разодрать вам там, да, сама. Еще начинаешь петь и да, посмотри, двумя тогда делай. Я не знаю, машите, бегайте. Очень хорошо, вчера показывала, купавшийся в ручье, чтобы ты не зажималась, да, попробуешь. Вот этот остов такой, сказать, вот этот, он чтобы был, а ты, пожалуйста, купавшийся в ручье, следи за резвой рыбкой. Все равно хоть и 12 лет уже опираем, ладно, хорошо? Да. И смотри, очень много пела, я понимаю, может, там у тебя пруд был с рыбкой, может быть, да? Ну ты что же расскажи всем остальным, что следил за резвой рыбкой, купавшейся в ручье. Всем, не только рыбки, хорошо. Золотой. Ну, давай, еще разочек сначала. Да. Мальчик веселый, хороший. Лучи так ярко грели. Мария, лучи так ярко грели. Лучи у нас наверху, балуемся, да? Побалуемся, поищем лучи наверху, пруд внизу, рыбки где-нибудь вообще расплылись. Давай. Лучи так ярко грели. Можно еще? Извините. Лучи так ярко. А мы дверь открыли. Лучи так ярко грели. Вот прям побалуйся. Лучи так ярко грели. Вода из луги. Видно? Смотри, вода из сна. Только что Мадалена кого тут щипала? У нас щечки такие тут. Вода из сна. Немножко уходит звук. Звук не должен уходить вслед за вдыханием. В том-то, знаете, вот эспандер есть такой спортивный инструмент, не инструмент, а как его назвать, да? Вот он вот так, аккордеон, баян, что хотите, да? То есть если ты
одной только тут машешь ручкой, не пойдет звук. Тарара, гармошка, разверни меха. Хорошо? Давай еще разочек. Лучи так ярко Нет, греют. ярко, ярко, ярко. Мешаешь себе гортанью, закрываешь дверку. Лучи так ярко грели, вода из воды. Давай ручки на меня. Причудливцы форели, мчатся, как стрелы. А теперь мотаемся. Сильными реки, и в сладком забытии следил за резвой рыбкой, купавшейся. Молодец. в ручье. Нет, купавшийся, купавшийся, Купавшийся. да, купавшийся в ручье. Обязательно ее нужно вытянуть. Сейчас звука сразу становится в 2 раза больше. Ага, и туда все улетает. Еще разочек. Следил за резвой рыбкой. Угу. Следил за резвой рыбкой, купавшейся в ручье. Следил за резвой рыбкой, купавшейся в ручье. Дальше пойдем. Отушись длинной гибкой, лисой рыбак сидел. Нет, руки мешают мне. И злобною улыбкой Смотри, теперь. И злобною у. Вот я только что говорила, да, Саша, что нужно, когда идут 2 гласные, их нужно злобною улыбкой, злобною. И они сливаются вместе, да? Можно этот же куплет еще сначала? И смотри, вот ты в проигрышах, тебя нет. Уже не следишь ты за рыбкой, ничего, радости никакой. Все равно, понимаешь, человеку, вот пришел он на концерт, ты красивая, глазищи такие огромные, да? Пока еще улыбайся, он еще не плачет, рыбку никто не словил, все хорошо еще, да? Давай, второй куплет. Опять грустишь? Нет! отушись длинной гибкой. Смотри, можно там, тут да, а ты немножко к кантилену поведи. Отушись длинной гибкой, лисой рыбак сидел. И Злобной улыбкой на рыбок он смотрел. Покуда светил ясен ручей, подумал я, твой труд, рыбак, напрасен, видна лиса твоя. Твой труд, Много рыбак, этого. напрасен, видна лиса твоя. Запиши себя на видео, да, очень много ты приседаешь, ручками машешь, да, это отвлекает немножко. Просто вот представь, вот ты видишь, он там сидит, труд рыбак напрасен, просто вот ему все расскажи, да, видна лиса твоя, так все светло, что рыбки, слава тебе Господи, не все, пока не выловишь ничего. Можно еще раз этот куплет? Не болтайся много, болтаешься телом. Угу. Отушись длинной гибкой. Мы так договорились, не там, такие, знаешь, вот такие, хоп, хоп, да? В музыкальной школе учимся, есть такие у нас вилочки, хорошо? Отушись длинной гибкой, лисой рыбак сидел. И злобно, И злобною улыбкой на рыбок он смотрел. Покуда светил. нет, покуда светил, а ты покуда бьешь каждую нотку, нет, фраза, рассказывай. Было бы время, заставила бы стихи почитать, ну, я имею в виду, чтобы это как стих было, прозвучало, давай. Покуда светил ясен ручей, подумал Я, здесь можно, да, темнишь, мальчик маленький еще, ну, покуда светил ясен ручей, подумал я, твой труд, рыбак, напрасен. Смотри, твой труд, рыбак, у тебя 5 уже атаки, да, 5 ударений. Твой труд, напрасен. Или, ну, выбери что тогда, или рыбак, или напрасен, или труд, да, или твой. Угу. Твой труд, рыбак, напрасен, видна ли
поешь? Стулу. Но скучно стало. Я вот вообще не увидела глаз твоих. Вот, Татьяна Александровна, расскажи. Но скучно стало Плуту. Не стулу, да? Глаза никогда не прячьте. Ты же сама сидишь в зале. Думаешь, интересно так смотреть, когда уж в себе куда-то там закопался? Давай, ну-ка, Татьяна Александровна, спой. Расскажи, что случилось потом? Я буду смотреть, смотришь ли, Татьяна Александровна. Но скучно стало Плуту, так долго ждать. Болток смутил он в ту ж минуту, вздрогнул поплавок, он дернул бронзовый кепи. Кому-то расскажи. Рыбка бьется. О, Господи, жалко. Он снял ее с улыбкой, я волю до слеза. Он снял ее с улыбкой, я волю до слеза. Слеза, слеза. По-русски поем. Как говорим, так и поем, да? Я извиняюсь, я должна закончить с тобой. Да, очень хороший голос, замечательный, красивый. Успехов, да? Да, молодец. Так, кто дальше? Кто там по графику? Сейчас. Кто? Черкашина Полина, да? Девочка Да, Валерия, да. Черкашина, да. Угу. Что вы покажете? Вчера я вас слышала, кажется. Да, показать вам песнь Войславы из оперы балета «Млада» Римского курса. Еще что есть? Еще есть «Ариоза Февронии», есть «Пулен дороги любви» и народная песня «Как попадилась душа». А давайте-ка Дарюшу. А вы просто Дарюшу, да. Угу. Будет если время, да? Встретимся еще. Народные песни тоже есть. За лучшее исполнение народной песни у нас такие призы есть. За лучшее исполнение старинной арии, за лучшее там и так далее и тому подобное. Да? Поэтому вот народные песни, они требуют особенного подхода. Актерского мастерства обязательно, да? Хорошо? Давайте. Можно я совет припев? Я не услышала, что она там. К вообще не было. Как. Извините. Sorry. Давайте. Ага. С тебя? Да. Как попадилась Дарюша с горы на гору ходить, с горы на гору ходить, горы ветерки носить, пред собой водолила напротив милого двора, против милого двора высоко крута гора. Нет, можно еще раз вот этот кусочек немножко уводишь. Должен быть тот же тембр остаться, хорошо? Ага. Вот что я слышу. Не знаю, другие слышат, нет? Помни, вот мы руку ставили уже, да? А ты как чуть дикционно, чуть-чуть. Нет, как ее. Щечки, лоб, да, не забываем. Ах, как ее ушла. Я понимаю, хочется открыть все, но нельзя оторвать от резонатора, да? Угу. Для того, чтобы она залезла туда, мы сваи глубже забиваем, да? Нота. Угу. Не вверх. Немножко подломись руку. Народная песня. Здесь можно открывать.
чтобы было понятно. Есть такой Сергей Кайдалов, знаете, наверное, такой баритон замечательный, да, он гран-при получил на конкурсе Штоколова в Санкт-Петербурге. И вот он исполнял песню, тоже там про какую-то Машеньку, Невелят, что-то я не помню что, но, короче, он пел сначала там за мужа, потом за нее, за Машу, это, понимаете, это действительно это было читабельно и хорошо. Да, не бойтесь, так как говорим, да, не Аве Мария, Аве Мария. Даже... Нет, присядем. Дайте опору ноте. Угу. Меня что-то, какие слова? Меня, не, меня, не, знаете, как эти тромбонисты или кто у нас там? Да, да, кулиска. Меня не, а вы уже и все, совсем развалились тут. Ну, меня, да? Молодец. Нет, гляну, кулиска опять гляну. А вы не расширяйте. Угу. Как зовут вас? Полина. Ну, просто красивый голос очень. Супер. У вас все есть, только не отрывайте. Да, поняли? Очень красивый голос. Смотрите, и диапазон, и все. Успеем мы еще кого-то, нет? Да? Да? Или вы еще? Можете что-то, кусочек показать? Давайте, да, давайте. Ну, вообще, Краснодар молодцы. Такие голосищи. Да. Вот вы послушайте в конце, как вы определяете эти голосы. Хорошо, ладно, хорошо. Ой, вы темные. Темные. Уже завалила. Ой, вы темные леса. Не роняем позицию, да? Ой. Ой, вы темные леса. Не проходят. Не проходит. Не расширяем, наоборот, сюда придвигаем. Верхняя нота, она как будто, знаете, вот такие две спицы. Они... Хорошо, только вторую за ней тоже. Не знаю, какая там. Ну, как. Не вширь. И неважно что, мы обозначаем только ноту, потом идет воздух в голове, как столбик такой, да, дыхательный. Вот у нас там стоит этот, как его назвать-то, который позвоночник, и мы на него прям сверху все одеваем, да? Не хватает мне купола. Да. Нет,
что туда полетел. Не плащите. Р. Да, там Р первое не было. Ра. Только смотри. Ра. Ро. Сергей Леферкус, он говорит всегда, когда начинаешь фразу, она затаённая. Потом только уже выводим. А первое всегда прячет а вот там. Она более собранная, она больше будет благороднее, полетит хорошо, да? Нет, вы ее делаете. Воздух. Мне не хватает вашего купола, храм. Нет, вы будете а где о? Не делайте ее вы делаете а вы и есть здесь, да, легче будет тогда справляться. Дыхание переводим. Неплохо, но горькие слез, вывести нужно. Горькие Нет, не ваши. Форель кто-то нотки оставил тут. Не знаю, кто. Ладно. Ага. Да, давайте, конечно. А? Василиса? Ну. Нет, подожди, сейчас кто? Ну, Василиса. Ну хорошо, давайте, только недолго, да, тогда? Да, чтобы успеть. Либо тоску, что скажете? Давайте тоску.
Давайте тоску, потому что мне интересно. Вы вчера сказали, что вы высокая меццо-сопрано. Да, но мне просто очень хочется. Хорошо. Ну, я тоже хочу, конечно, пойти на новые вещи. Ну, давайте. Я прошу прощения, что вы поете? Где? Виси? Не слышу. Смотрите, вы поете виси, виси. Не ползем. Наоборот, там ми ре дойдет. Нет, выпадаете. Виси, да, да. Они должны, вот эти сползания должны идти кверху. Нет, виси, да, да. Уже уронили. Помните, щечки, лоб, ничего не роняем, без конца касаемся. У вас вместе с дыханием туда заваливается нотка. Идет яркий звук, и вдруг такой, знаете, провал. Вы не слышите этого, мы слышим. У вас там звучит хорошо все внутри. Сюда. Угу. Non чего там вы поете? Non feci mai male, да? Айма! Чтобы я понимала слова, не только я. Смотрите, sempre, уже вдруг в разных позициях они у вас. Нет, la mia preghiera, на. Ничего не выпадаем. Preghiera. Потому что, смотрите, в итальянской музыке нет. Угу. Можно еще раз. Sempre. Вот она. Спасибо. Прямо с этой нотки, да? Си, бемоль. Ага, sempre. Нет, смотрите, немножко си, вот этот. Молодец. Нет, la mia preghiera. Все равно и привычка, да? Сали. Вот, итальянская. Можно мы еще раз повторим это, да? Немножечко. Ага, смотрите, вот еще раз начните. Nell'ora del dolore, perché. Да, почему? Немножечко я хочу, чтобы вы как бы вот выделили эти слова, потому что вы смотрели Тоску, да? Да. Сейчас у нее вообще там что делается? Все, быть или не быть? Nell'ora. Да. И смотрите, nell'ora там две л. Nell'ora, л сказать.
Долоре, долоре, вот. Nell'ore del dolore, per да? Откуда мы поем? Нет, Где? другая мелодическая линия. Вот отсюда показывают. На одной нотке. Нет, вытянуть жилы прямо. Джоелли, не эле, е, буква да, де. Не, вы поете Джоелли. Да, дальше. Не заваливайте, несмотря на то, что драматическая партия, все равно вот эти вот наши резонаторы должны звучать. И смотрите, делла, Джоелли, две л, делла. В итальянском языке это другие слова получатся, если вы не удвоите их, да? Еще можно оттуда. Диади, Джоелли. Джоелли. Нет, вы поете делла, да. Уже вытягиваем вот этот купол, потому что нам надо сейчас наверх идти. Так плоско не поем верхние ноты, да, перке. Или что там из вас? Перке, да. Смотрите, перке, перке. Такая не может быть светлая, потому что почему, Господи? Нельзя такое открыто петь. Перке. Нет, не может быть. Только воздух. Нет, вы делаете. Нет, никакой гласный нет вообще. Воздух. Нет, надо здесь, как в нотах есть, там такая примарочка, то есть нельзя две одинаковые петь здесь. Там пиано сразу идет, да? Даже. Угу. Да, давайте. Угу. Нет. Мы сейчас говорили, что говорила Образцова? Где низкие ноты петь? Вот тут вот. Не перке, перкеменери. Керенериму. Да. Ну, мне кажется, что вы немец, сори. Ну, драм-сопрано. Ну, мне так кажется, потому что вы грубите, тогда немец получается. Наверное, я так думаю. Ну, по крайней мере, у вас прекрасные верхние ноты, да. И драм-сопран, как сказать, они более востребованы, как драм-тенора, понимаете? Да? Подумайте, да, с педагогом подумайте, может быть, да? Красивый голос очень. Не открывайте, не растопыривайте, кройте, хорошо?
Для итальянских опер очень хороший голос подходит, да? Угу, с Богом. Следующий. Добрый день, как зовут? Василиса. Ой, как красиво, Василиса. У нас в республике есть песня такая «Василиса, Василиса». Я пришлю тебе потом ВКонтакте. Да. Спасибо большое, какие шикарные розы, какие огромные. Я везу с собой домой. Спасибо, дорогая, спасибо. Давай, как тебя зовут? Радевич Василиса. Нет, я имею в виду, это фамилия где-то у Литва? Да. Литва? Да? Родители Литва, да? Ну, сколько лет? 11. Ой, слушай, как пахнут розы. Так что-то я пока куда-нибудь положу, а то я сейчас... Спасибо большое за цветы. Ну, что мы поем? Мусорский из цикла детская. Как зовут Мусорского? Не надо подсказывать. Модест, давай. Рекомендую, пока не забыла, есть потрясающая запись Мусорского детской. Христов поет, бас. Потрясающая. Найдите в интернете, это что-то вообще супер. Я лучшего не слышала исполнения. Давай. Нянюшка, что случилось? Мне душенька. Я играл там на песочке за беседкой, где Мировский строил домик из лучиночек кленовых. Тех, что мне мама, сама мама нащипала. Домик уж совсем построил, домик с крышкой, настоящий домик. Не, подожди, стоп. НАСА. Не забываем, вот у нас микрофончик наш, да? НАСА. Не вываливаем. Нет, Вот возьми прямо вот этот пальчик. Ага. Страшный. Ой. Когда ты будешь попадать в купол, у тебя волей-неволей провалится сюда, да? Хорошо? А ты немножко сажают, вот видите, да, кто педагог трясет немножко, потому что вот тут чрезмерное давление, да? Или со страху? Не знаю, может, со страху? Нет, волнуешься? Нет? Нет. Пропускай. Аня, не Аня и не Аня. Аня, давай. Василиса, Угу. Испугался Испугался. У тебя, знаешь, получается, вот это как раз, господи, палаточка. Гался. У тебя такое, знаешь, высотное здание. Вот гостиница это Мариот, да? Сколько там этажей, не знаю, там, на Красной улице у вас? 25. И в лифте там не каталась, покатайся, зайди. Наскался прямо. Давай. Испугался И тоже не стучи себе. Обязательно, хоть, понимаешь, нельзя здесь говорить. Хорошо? Злиться? Ага, не надо. Все-таки говорком здесь. Мы поем. Испугался. Можно еще раз? гудит, злится, крылья растопырил, схватить меня хочет. И налетел, височек меня ударил. Я притаился, нянюшка. Не смотри, я притаил. Плаща. Я притаился, Молодец. нянюшка. Отлично. Присел, Не присел. Там же. Присел. присел, боюсь.
опять боюсь Паши, боюсь Паши. Не выйди сюда, не выпечивай ее. Боюсь. Боюсь пошевельнуться. Молодец. Только глазок один чуть-чуть открыл. И что же? Послушай, нянюшка. Жук лежит, сложивши лапки кверху носиком на спинке. И уж не злится, и усами не шевелит. Хороший такой. И не гудит уж, только крылышки дрожат. Что ж он умер или притворится? Что посмотрим. Что же, скажи мне, няня, жуку досталось, меня ударил, а сам свалился. Что же это с ним сталось, жуку? Ну, браво, да, Василиса, Василиса, очень сложное произведение, ритмический, актерский вообще, молодец. Ага, я еще не смотрела никого. Ладно, посмотрю, что там за произведение. Хорошо, молодец, не зажимайся только, не плохи, хорошо? И ручками смотри, думай, что. На уроках поболтайся, чтобы тело тебе не мешало, хорошо? Давай, Василиса, удачи тебе. У тебя уже один член жюри есть, знакомый, все. Кого? Кто из участников? Да, участникам в первую очередь. Силы-то есть, девушка? Давай. Да, да. С речитативом или без? С речитативом. С речитативом. Вообще, как бы, уважающиеся вокалисты всегда поют все арии с речитативами. Если это Иоланта, значит, почему там у меня так не так? Если это Сюзанна с речитативом, если это Фигаро с речитативом, да, как бы это, ну, традиции такие. Угу. Нет, смотри, Джунс Альфини момент, ты в Джунс, в другом темпе поешь уже. Джунс Альфини момент. Момент, открывай в рот, тот, не этот. Джунс Альфини Нет, Джунс момент. Джунс Альфини, немножко фи, а. Да? Джунс Альфини момент. Не даешь пропускать. Вот так, закрываешь. Не держи тут. Фанно. Фано или фанно? Фанно. А почему ты на одну поешь? Но. Угу. Давай. Брачо идоль мио, да? Обязательно послушайте Мирелла Френи, она потрясающе исполняет эту арию, да? Поэтому не путайте никакие вот там, как она проговаривает, послушайте. Хорошо, можно еще разочек? Джун Сальфино il momento, che godrò senza fano, да? Вот как итальянцы разговаривают, послушайте, как это Крылова, даже кто был сейчас на открытии, Машу Крылову, которая уже по-русски-то говорит, как по-итальянски, да? Ciao, ragazzi, приезжайте к нам, да? Она так уже разговаривает, надо петь. Джун Сальфино il momento, che godrò senza fano, Что ты делаешь в этот момент, извини? Где ты? Какое действие? В этот момент я подслушиваю как бы Фигаро. А это он подслушивает? Это он подслушивает Фигаро, а я как бы... Кого ты из себя изображаешь? Себя такую вот, который с нетерпением вот ждет. Кого? Ты в каком костюме одета? Ну, графиня. Я графиня, Ну, да. давай. Угу. Yes, И Е, самые яркие гласные наши. И Е, прям тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири, скоро помощь. И Джун Сальфини il momento, надо, чтобы на последнем зале. Джун Сальфини il momento, che godrò senza affanno, e braccioli d'oli mio. Брачо, не брачиоль, брачоли. Чоли доль мио. Петто, буду восстанавливать. Думай. Петто.
Петто, 2 Т, по-моему, да? 2, 1. Петто, 2 Т. Ага. Подожди, а почему? Uscite dal mio petto. Несмотря на то, что это речитатив, мы его не разговариваем, а пропеваем просто на каких-то аккордах. Uscite dal mio petto, a turbar non venite il mio diletto. Я все равно остановлю, да? Смотри. A turba non venite il mio diletto. Туда идем, не застреваем. A turbar non venite il mio diletto. Это. Oh, come par che... И фортие мне спой. И фортие мне. Ага. И forse miei. Секунда. Тоже здесь так же. Секунда. Постепенно, без проигрыша. Давайте дальше. Пум-пум-пум-пум. С меня. Да, с тебя. Не Джоя, Джоя. А всегда пропускаем. Gioia bella, Ага. vieni ove amore per goder da me. Как будто тебя сзади кто-то тянет. Non splende il cielo, torna face. Фаче. Пропусти на грудь. Да? Finché non splende il cielo, torna face. Тромбон. О, нет, я имею в виду здесь оставить, а там пропустить. Немножко на куце такая, да? Не финки, финки. Нет, на, не сажано, фаче. Фаче. Грудь подключи просто. Я Нет, хочет, тачи. Нет, тачи, звук вперед идет. А вдох себе. Не, куи. Знаешь, как в итальянском? Уи. Куи, не куи. Не, квимормора. Веер такой. Квимормора. У тебя квимормора. В одну точку стучишь. А это зачем тащишь? Квимормора. Пазлик. Молодец. Нет, опять все и пытаешься утащить. Ай, печери, себе поешь. Да. Вот туда поем. Он, видишь, молодой человек. Куи, быстро произносим. Куи, туа, куи. Туа, деска. Понятный текст, чтобы был. Извини, что за слово? А я вообще не слышу. Молодец.
там почти ничего не меняй. Вот этим нужно делать. Да, вот как вы форшлаги, может быть, когда-то поете, да, учите. Или вот есть еще такие распевочки, да, чтобы там трели поучиться и так далее. Вот послушайте все-таки уроки Донец ТСР, потрясающие распевки. Так, сколько, что, все, да? Еще кто-то? Давайте еще. Ага, здравствуйте. Так, Ирина, да? 12 лет. Угу. Давай, что показываешь? Ой. Давай. Смотри, может, на работе. Хорошо, на работе. Будьте много. Будьте. Ага. Много. У тебя будьте. Будьте. Внимательно, да, слушайте, очень много горлышка. Во лбу. А ты, пожалуйста, спой. И стремись к последней ноте. Попробуй на А попой. Ты делаешь как портамент. Да, только прямо провали до пола. Присядем, давай. Раскрывать, конечно. Дверь, сейчас смотри, что ты делаешь. Не закрывай. Не возвращай, все время натяжение должно быть. Я ревел 4 дня, думал, мама согласится, будет птица у меня. Есть привычка отвечать всегда не то. Не то, не то. Ты мальчик. Отвечать всегда не то. И чтобы понятно. Отвечать всегда не то. Говорю я ей про птицу. А то, что в кармане. Что в кармане матери, что дерусь я во дворе, что поэтому я должен позабыть о снегире. Неплохо, только все. Что в кармане по дыре, что дерусь я во дворе. Что в карманах по дыре, что дерусь я во дворе, что поэтому... Ря-ря, не запирайся. Я обедом говори, ой, больная, рилась и не плащи. Не мы, было сухо на калоши, я послушно надевала. Очень четко дикция понятная должна быть. Барту хороший. Сам себя не узнавал. Дождись аккорда. Как тебе было? Нет, это должно быть понятно. Не трудно. Ре тебе поможет.
Если даже не поймут слова, ну хоть услышат. Давай, еще разочек, еще разочек. Трудно жить на свете и по правде да. говоря, я терпел очень Эти. только ради снега. Здесь восторг должен быть, только ради чего? Да чего же я старался? Мама, да чего ж? Да хитрый, обманул маму-то, конечно. Да чего я старался, выходной. Такого же не бывало никогда в жизни. Ну. Нет, Ответил я с тоской, я теперь всегда такой. все поменялось, характер поменялся. Все, другая. Добивался я Прямо. повозился я не зря. Чудеса сказала мама, и купилась не я. Я принес его домой. Наконец теперь он мой. Я кричал во всю квартиру. У меня снег, у меня А потому что нужно на всю раньше кричать уже. И я кричу в квартиру. Я кричала на всю. Ты кричала на только. кричал на всю квартиру. Да, на себя. Да? Я кричал на Всю квартиру. у меня снежок. Молодец. Вести всегда, да? Ну, молодец, молодец. Больше на себя. Да, не отпускать. Такое должно быть состояние. Знаешь, вот белье выжимаешь, когда в две стороны. Да? Все, время вышло. Ну, все разрешат, я не знаю. Еще девочка у вас сидит, да. Давай, ты и так 3 дня уже. Спасибо. Ну, а ты забирай. Ну, ты не знаю, чьи. Ага. Заберите, да. Здравствуйте, здравствуйте. Откуда вы? Краснодар, очень приятно. Зовут? Оля. Оля, тезка. Давай, что показываешь? Славьте мать Моцарт. Это кто? Моцарт. Моцарт, давай. Давай. Сколько лет-то? 14. 14. Угу. Вторую строчку здесь. Переводим дыхание. Как я сейчас держала Ирину, да? Переводим дыхание. Хорошо, только подожди, Оля, да? Оля, смотри, вот ты немножко. Дира. Отдельно не надо, Все равно должна быть мелодия. Да? Там хоть по две, да, идут лиги, да, у нас? У Моцарта, да, тара-тара, то есть все равно тара-тира-тира, а ты тара-тара-тара, немножко шарманочно получается, да? да? Еще раз Да. Шпрехтис